Так, бисмилля, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Сегодня обсудим с вами так сказать, вопросам, которые были отправлены и попросили провести адекватные нордийские ролик был по АУХ вопросы. Вот так. Постараемся все эти темы, которые для нас очень важны, интересны, затронуть. Но самое большое, так сказать, злободневная тема. Ибрахим, скажи, YouTube подключен, чтобы наши представители с YouTube могли послушать, подключен ли наш YouTube? Прежде чем я включу ролики, чтобы наши зрители послушали его, хотел бы выразить свое мнение. Не останавливайтесь, разоблачайте, доносите правду, ибо история – это память и имя народа. Если упустить, трудно будет потом. Мы, черкесы, знаем это. От всей души баркал нашим братьям Адыга Вейвей, от себя скажем, так сказать, нашим братьям Адыгам. Мы знаем, пытаемся, держимся. Нет, я не знаю, не видел ничего от красного горшка, по крайней мере. Ну да ладно, горшок горшком, он, конечно же, может и дальше там. Так, подключено. Ну что ж, дорогие мои братья и сестры, подписчики, надеюсь, что мы сегодня с вами поговорим конструктивно, пообщаемся. И для начала я хочу, чтобы вы все послушали первый наш ролик, чтобы было людям понятно, о чем же идет речь. Алейкум, да, мы в эфире. О чем же идет речь и почему вдруг на первую строку стал данный вопрос, данная тема. Очень много было в директ отправлено мне просто, хотя я не любитель шариться по чужим каналам или по чужим страницам, но, по крайней мере, человек 50 так и мне прислали, в надежде, что они, каждый из них первый присылает. Огромная благодарность. Конечно же, и до начала нашего ролика всем, кто хочет поддержать наш канал, кому нравится наша работа, кто хочет, чтобы мы продолжали и активно просвещали в истории, в географии, культуры нашего родного края, родины, да и всего Кавказа. Поддержать наш канал вы можете, снизу увидите, у нас непосредственно написано «Поддержка нашего канала», там ссылки, куда вы можете отправить donation. Точно так же через YouTube, Ибрахима там крутится, через программу «Кто в Европе» может отправить поддержку через Donation Alerts. Итак, мы начинаем свой эфир и послушаем данный ролик.
когда сегодня вот в медийном пространстве очень любят говорить о том, что ну вот вас же мало, какой вы условно там ингуши можете быть этносом. Но мы же говорим не о количестве, мы говорим о качестве. Это всегда было в цене, как правило, да, во-первых. И во-вторых, мы должны понять, что любые процессы, которые носили деструктивный характер, как войны, завоевания, депортации, чума и прочее, конечно, они, естественно, били по людскому ресурсу. А восстановление происходило тяжело. Почему? Потому что ингуши никогда не принимали в свою культуру каких-нибудь представителей других культур, тем самым пытаясь увеличить численный состав населения. Это в отличие от других соседствующих с ингушами народностей, в результате которых их количество может быть 1,5 миллиона. Но мы опять говорим, что речь идет не о количестве, а речь идет о качестве. И в этом смысле, да, здесь сохранность базовых принципов, именно понятие «галгай», оно сохранилось лучше, чем любые другие понятия, которые мы можем обнаружить в культурах, где смешения были не исключением. Пока в других культурах, во всех культурах, рядом расположенных с Центральным Кавказом, где проживали алгай, формировались различные сословные группы, страты общества, князья, лорды, герцоги и тому подобное, как угодно можем это с вами назвать, да, когда формировались различные социальные группы, в Ингушетии, среди алгай такого понятия не было. Алгайские общества никогда не подвергались стратификации своей по принципу «я знатный, ты менее знатный, я почетный, ты менее почетный, я условно являюсь там представителем какого-то княжеского рода, тейпа и тому подобное». Вот такого не было. И да, это по сей день сохраняется. Равнозначность и равноценность представителей этой культуры, она наблюдается даже на уровне каких-то очень важных событий. Когда человек разговаривает с другим человеком, он может быть, допустим, по статусу, не по сословию, да по статусу, там, глава региона. Но мы знаем очень много случаев в Ингушетии, когда никого не останавливал этот принцип говорить совершенно на равных. Совершенно на равных. Я вспомнил события 18-го года. Да, они сразу вкрапляются в память, да, действительно. Насколько вот в этих вот особенностях мы отличаемся от наших самых близких по культуре этноса, от чеченцев? Хороший вопрос. Я сразу делаю принципиальную корреляцию, потому что мы совершенно два разных этноса. Это проявляется на уровне менталитета, это проявляется на уровне этнопсихологии. И не то чтобы я являюсь открывателем в этом смысле, много исследований проведено. Там та же самая Павлова Ольга Сергеевна проводила, известный этнопсихолог, она проводила опросы в Чечне, проводила опросы среди ингушского населения. Она выявляла эти особенности, что есть определенное отношение к исторической памяти, определенное отношение к событиям, которые проходили в прошлом. То есть это очень важная составляющая, кто как реагирует на то, что происходило в истории его народа, да, кто больше помнит отрицательного и как это потом ложится фундаментом на его поведение в последующем, да, или кто, например, забывает и живет сегодняшним днем. Условно в событиях, там, допустим, ни для кого не святенные, которые видно, что люди не сломлены войной, а продолжают, да, там, играть свадьбы, там, отмечать какие-то праздники, которые для их семьи являются ключевыми. Это в меньшей степени возможно наблюдать в Ингушетии. Я приведу свой личный пример. Я очень тяготела к тому, чтобы вот моя личная свадьба состоялась в полной мере в соответствии с теми канонами, которые существуют в культуре. Условно, сходить к роднику, набрать ту самую воду, да, чтобы была лезгинка, вот этот вот ловзер так называемый, чтобы прочие традиционные аспекты были в полной мере включены. Но многие из них пришлось избежать. Почему? Потому что рядом происходила трагедия. Там недавно были похороны, и теперь нельзя было никакие увеселительные моменты демонстрировать, вот, казалось бы, на другом конце улицы, тем самым не уважив вот те события, которые здесь происходили. И это вот на этом уровне. Представьте себе, как если бы мы говорили о каких-то войнах, катаклизмах и так далее. Здесь это было бы в меньшей степени. Почему? Потому что другое отношение к событиям,
совсем другое восприятие происходящего и так далее. То есть более легкое, наверное, более такое, наверное, отношение к жизни мы наблюдаем там у соседей. Они могут одновременно с катаклизмами продолжать жить эту жизнь в той полной мере, в какой живет любая другая культура в статичные времена. У ингушей в большей степени сохраняется в исторической памяти, этому есть исследования, я тоже их провожу, собственно, те события, которые накладывают отрицательный отпечаток, да, то есть это помнится лучше. Не случайно по этой причине у нас в памяти всегда очень хорошая отсылка. Если кто-то где-то в кавычках накосячил, да, ему обязательно это припомнят, да? О, да. Да. И это одна из причин, между прочим, это я уже беру маленький пример, там большими могут быть там кровная вражда и прочее, по которой люди вынуждены были что делать? Перемещаться, мигрировать на ту территорию, где там проживают те же самые соседи. Поэтому, да, ингуши сами в своем этногенезе совершенно автохтонны. Но ингуши оказывали влияние сами по себе на этногенез рядом с соседствующими этносами, да, народами. Поэтому почему мы там видим у каких-то соседей типичные для ингушской, для алгайской культуры башенные постройки. Потому что это те самые ингуши, которые в результате кровной мести и прочих событий, каких-то проступков, были вынуждены перемещаться туда по привычке своей. Они хотели жить так же, как в башенных комплексах, жить хотели они в учетом традиций. Никто не умаляет языковых особенностей, поэтому перемещались. Алгай перемещался, алгайский язык вместе с ними, да, и так далее, и так далее. Не случайно по этой причине там говорят о нахской культуре, нахском языке и так далее. Да, потому что субстрат, основание, то есть вот это вот дочернее, что называется, не дочернее, даже материнская плата, оно будет базироваться именно на Центральном Кавказе, то есть там, где проживали алгай. Поэтому вот эти обычаи, традиции и вот менталитет отличающийся, да, он держится, во-первых, на принципах исторической памяти, отношение к событиям, как мы относимся. Мы до сих пор можем помнить события 40-х годов, мы очень хорошо помним события 92-го года, да, и даже события, там, условно, 2000, если мне память не изменяет, там, 4-3 годов, когда там РУВД было взорвано, помните, да, там огромное количество представителей соответствующих служб, да, в результате нападений и теракта. Люди это помнят до сих пор, потому что в малых культурах, опять возвращаясь к количеству и качеству принципов, да, всегда индекс сохранности исторической памяти и преемственности гораздо выше и больше. Он всегда здесь важен. Тем более, когда они приветствуют эту закрытость в некотором смысле, да, и консервативные взгляды. Еще один момент – это, наверное, отношение к браку. Да, как я уже говорю, все-таки ингуши приветствуют внутриэтнические браки, да, хотя есть склонность к полигамии, она, кстати, существует здесь еще до исламский период, и вызвано это было тоже рядом событий, той самой принципиальностью. Я очень много знаю историй, где, условно, там даже вот из истории дедушки моего супруга, который просто из принципа решил жениться на второй, там, допустим, женщине, девушке, да, то есть заключил там полигамный брак. Абсолютно не вызванный ни полигамностью мусульманской традиции, ни чем-то иным. Просто решил, что это надо реализовать в любом конечном случае, да. И это только одна история из ряда многочисленных, да, которую можно привести в пример. И это означает, что это отношение, но опять, это не носит массового характера. Это не носит массового характера. И этим мы тоже отличаемся. Плюс ко всему, ингуши редко какую-то извне чуждую культуру примыкали к своей, да, это редко было явление, зато соседи делали это с большим удовольствием. Собственно, продолжают делать и по сей день. То есть любые культуры, которые рядом находятся, они поглощаются и потом преподносятся с течением времени как своя собственная, там, национальная. При этом это может быть совершенно тюркский компонент, понимаете? Или там какой-нибудь другой компонент и так далее. Даже тот факт, что Ближний Восток оказывал долгое свое и такое фундаментальное влияние на формирование вот этого кавказского характера, в целом имеется в виду там народности, культуры, религии, языка и так далее,
Тем не менее, те народы, которые здесь численно немногочисленны, извиняюсь за тавтологию, да, и консервативны в каких-то своих принципиально важных составляющих, они, как правило, уже действительно сформировали свой собственный культурный код. Вот. И у ингушей он ярко выражен. Он также ярко выражен у черкесов. Мы, если понаблюдаем, ярко выражен. Мы видим эту особенность, и черкесы — это, наверное, один из самых пострадавших народов, населяющих современный Кавказ, и не все черкесы вернулись, как известно, на Кавказ, да. То исторической родины они не имеют, которая была в масштабах. Черкесы занимали огромную территорию на Кавказе, и это еще одна трагедия. И для них это в исторической памяти, кстати, точно так же, как и у алгай, имеет важное значение. Она определяет их предпочтения и так далее. И сегодня среди всех народов Кавказа, которые я наблюдаю как этнолог вот в различных там процессах культурных, мне видится, что черкесы принципиально ставят вопрос сохранности своей языка, культуры, материальной составляющей, духовной, будь это танцы, допустим, религиозные составляющие, прочее, прочее, прочее. Поэтому вот, а черкесы — это же огромный пласт. Адыги, шапсуги и так далее, и так далее. Это культурный пласт массивный, поэтому для них это тоже принципиально важно. В этом смысле мы с ними, например, смотрим на там, этническую культуру, наверное, плюс-минус одинаково. Да. У ингушей близкие, скажем, такие есть особенности с грузинами по той же самой причине, потому что контакты были длительное время. Вообще, подытоживая вот этот вопрос, я скажу так, что чем больше культуры находятся в сопряжении друг с другом, тем более ярче будут процессы диффузионизма, когда происходит взаимопроникновение элементов культуры, да, то есть из одной в другую, потом их там растворение, поглощение и прочее. Есть школа диффузионизма в этнологии, в этнографии, и она об этом ярко свидетельствует. Поэтому то, что у чеченцев есть какие-то общие черты с ингушами, это связано только с тем, что они, да, здесь имели сосуществование. Плюс ко всему очень много ингушей, как я уже объясняла, да, по ряду причин находились или там перемещались вот в те пределы, в которых сегодня существует та самая Чечня современная. И, конечно, взаимодействие происходило. Это накладывало и особенность на язык, на башенную культуру и прочее. Поэтому это не исключать такое совершенно нельзя и невозможно. Это данность. Это данность. И по сей день, как известно, ингуши, опять в отличительном отношении, не сильно любят что-то извне и больше сохраняют свое. Национальная идея для ингушей очень важна в связи с тем, что у нас есть очень серьезные вопросы межэтнических отношений. У нас есть проблема территориального характера. Да? У нас есть территории, которые должны вернуться туда, где они являются ключевой гармоничной частью этнической истории. Да? Это вопросы, которые будут подниматься неоднократно, но в стратегии своей они должны быть очень четко пролонгированы так, чтобы мы понимали прекрасно, что это будет конечным результатом развития народа. Дело в том, что сама сегодня республика на протяжении всего XX века всегда утрачивала, но ничего не приобретала. И прежде всего утрачивала в территориальных отношениях. А представьте себе, вот даже если мы закроем глаза на историческую важность, культурную важность, все остальное, современная республика очень маленькая, один из самых маленьких там регионов в составе Российской Федерации. Он молодой регион, не потому, что он образовался, нет. Да, вот эти вот столетия, 200-летия, это такая игра в даты, которая на самом деле не играет никакой важной роли в отношении этногенеза. Мы уже определили, что это автохтонный народ. Но есть один важный факт, что молодым, потому что огромное количество населения, ну, скажем так, доминантов населения в социологическом срезе – это молодежь. И да, это регион, который на протяжении уже последних 2 десятилетий, согласно переписи населения, статистическим, демографическим показателям, свидетельствует о том, что он самый высокий по уровню рождаемости. Окей, мы говорим о том, что он молодой, рождаемость здесь высокая. И теперь, куда деваться населению в тот момент, когда это уже будет перенаселенность?
То есть на что тогда можно рассчитывать? У нас есть, конечно, Магаз, который строится как высокоурбанизированный город, и вот эти многоэтажные дома, которые на самом-то деле пустеют. Люди не хотят жить в многоэтажных домах. Ингушский менталитет – это менталитет большого пространства, в котором ты знаешь, что всегда твоя семья поместится, а еще многочисленные родственники. И вот как это можно уместить, вот любовь вот к этому, стремление к этому, с территории, которая постоянно сокращается в своих пределах. Когда вы посмотрите на карту Ингушетии, вы видите, там появляется талия, знаете? Да. Это тот случай, когда не хочется ее иметь вообще, да? То есть это вот урезаемые территории, которые по большому-то счету являются колыбелью ингушской, галгайской цивилизации, я не побоюсь этого слова. Памятники нашей культуры, которые являются ярким свидетельством, да, вот именно специфики нашей автохтонности и прочего, то, что сегодня у нас ее грабят. И грабят в прямом смысле этого слова. То есть, когда чернокопатели и прочие занимаются тем, что выкапывают из недр культурных слоев наши артефакты и перепродают, продают, перемещают и так далее, и так далее. Поэтому это успешный материал для тех, кто приобретает этот артефакт, чтобы потом расписать свою, в кавычках, великую историю. Часто вот сейчас вот на медиапространстве замечают, что упоминается такая тема, как укрупнение регионов, то есть объединение с кем-то. Вот чем это чревато в целом, в том числе и для нас, для ингушей, в случае с кем-то объединят нас, если будут планировать, что с нами будет, чем мы рискуем? Мы можем гадалки не ходить в этом смысле. У нас есть уже опыт хороший такой, в кавычках, в этом отношении. И мы знаем, что мы имели по итогам и что мы потеряли по итогам. Поэтому вообще есть, конечно, витающий в воздухе такое понятие укрупнения за счет регионов, которые, опять-таки, да, там являются дотационными или банкротами, как это принято сегодня называть. Но я сразу скажу, это приведет к возрастанию конфликтогенности, что современной России совершенно не нужно. Нам не нужны новые очаги конфликта на и так горячем Кавказе, да, в этом смысле. Второе. Лично для ингушей это будет уже совершенная в перспективе невозможность своей автономии и самостоятельности. После очередного укрупнения или объединения с кем-либо ингуши больше, если они окажутся поглощенными, то больше такой возможности, как иметь собственную республику, у ингушей не будет. И это надо понять. И это чем раньше будет принято и понято, я думаю, что тогда как раз в национальной идее возникнут главные сигналы. И еще один момент. Несмотря на индекс самосохранения, который среди ингушей остается очень высоким, никто не отменяет различные такие процессы, как целенаправленная ассимиляция, да, целенаправленная интеграция, растворение и так далее, и так далее. Поэтому, да, есть перспективы того, что будут утрачены культурный код, о котором я сегодня говорила, как специфика. Это самое, наверное, страшное, что может случиться с ингушами, с Ингушской республикой, если хоть в какой-то степени, неважно в какой степени, произойдет ее слияние с кем-либо. Да. Имена тех, кто стояли родоначальниками, назовем это так, в образовании Республики Ингушетия, они заслуживают памятника при жизни и после. Это то, что является нашей самой важной сегодняшней, самым важным достоянием. Да? Это возможность говорить, что у меня своя республика, своя родина, у меня своя земля, свои башни, свои памятники. И да, я скажу то, что, возможно, вызовет некоторый резонанс, но это будет очередная возможность для тех регионов, с кем, если такое возможно в страшном сне представить укрупнение, просто переписать историю ингушей на свой собственный лад. И это будет большая трагедия. Это уже было сделано, но мы отстояли.
Если это в перспективе рассматривать, то ни одной позитивной составляющей от этого момента не предвидится. И, во-вторых, мы не забываем, то, что было характерно для периода советской власти, сегодня в реалиях современности совершенно неприемлемо. И политический режим, политические установки, система законодательной исполнительной власти и многое другое, оно имеет свою специфику, потому что чем более отдален от федерального центра регион, тем более он, особенно с учетом вот этих традиций обычного права адата, шариата, потому что здесь шариатские институты работают, и кади, да, как известно, тоже решают вопросы. Представьте эту принципиальную разницу между двумя регионами. И получается, одним с другими придется постоянно конфликтовать, потому что уже воспитано не одно поколение, которое знает, как решать свои вопросы. И ходить по острову Нажай, укрепляя регионы, это самая плохая затея, которую можно себе представить вот в национальной политике нашего государства. Поэтому плюсов совершенно никаких. Хорошо еще старались соседи, которые не имели такого наследия и которые ревностно относились к тому, что у Ингушей оно было. Это наблюдается сегодня, кстати, повсеместно, там, где уже, благо, на территории горного ландшафта ведется наблюдение, то есть охранная система. Почему? Потому что, да, были случаи, когда, так же, как это в свое время называли, разграбление или расхищение гробниц, понимаете, там, пирамид. То же самое происходило и здесь, да, то есть такая попытка была. И особое такое неприятие у меня возникает, когда это еще сказывается или оказывается на территории солнечных могильников. Ведь там-то то, что хранится, это вообще, святая святых, это настолько нетолерантно, негуманно, ведь мы говорим об останках человеческой культуры, да, то есть человеческого тела. Поэтому, когда сегодня... Итак, уважаемые мои друзья, подписчики, конечно же, я улыбался, я смеялся от души. Для себя я записал пару вопросов. Вот они. 14. Для себя так, чтобы вспомнить во время того, как великий этнолог, кандидат исторических наук из Нарнии, из Академии шейха Бузуртанова, рассказывал на своем подкасте. В принципе, опять же, меня не волнует ничего, что касается ее истории. Честно сказать, абсолютно. Но я отвечу на ключевые высказывания супергениального этнолога, в кавычках, нарнийского, который выплевывал в течение вот этих 20 минут, и этот кусочек мне присылали эти ролики, все присылали, скидывали этот ролик, дабы, чтобы я ответил на выбросы в адрес нашего народа. В принципе, можно было все рассказать и не задевать, и провести культурный диалог. Во всем диалоге все, что увидели. Первое начинается чуть ли не с первой минуты. Я для вас зачитаю вопросы и отвечу на них. Качество и количество. Об этом. Башни-строители, кровники. Об этом. Культура танцев. Об этом. То есть это культура проведения. Об этом объединение и укрепление. История, перспектива. История переписали на свой лад. Вот. Шариатские суды. Ограбление гробниц. Не принимали никого свою нацию. Дальше. Не принимали никого свою нацию. Князья, лорды не было стратификации. Мы говорим все, что хотим, любому главе республики в лицо. Абсолютно разные два этноса. Поглощение культуры. Не хотят жить в многоэтажках. Продают артефакты. Вот эти 14 вопросов, кратких за эти 20 минут, которые так или иначе, задевая нас, пытается нам описать
кандидат исторических наук в кавычках, этнограф, великий сказочник и нарнийка Танзила. Так вот, Танзила. Уважаемый Танзила, говорить я не буду, поскольку ты несешь такой бред и чепуху. Конечно же, от того, что у тебя есть регалии, ученая степень, это не дает никакого права судить тебе и говорить, что ты прямо уж такой великий ученый. По твоему диалогу и той браваде словесной, извини, диареи, которую ты вынесла. Ты говоришь о качестве и количестве. С первой же секунды начиная говорить, качество. Количество это еще не обозначает качество. И во всем мире известно, говорит, чем меньше народ, тем выше его качество. Ты вообще какой этнограф? Этнолог, этнограф, к кому ты относишься? С каких это пор, в твоем понимании, качество и количество зависит, то есть если много, то это плохо, а если это мало, хорошо. Где ты в этнографии это увидела? Сегодня, Норильский, ты наш ученый, кандидат исторических наук. Во всем мире, наверное, если я не ошибаюсь, за сотни есть африканских малочисленных народов, якутских малочисленных народов, аборигенов, да, там, австралийские аборигены, которые до сих пор и читать не умеют, да и некоторые даже занимаются каннибализмом. Вот их мало. По твоей логике, тупой логике, получается, что эти люди намного лучше, допустим, тех же японцев. Или же имеющие свои древние традиции, свою культуру, историю. Или англичан, или великолепных немцев, французов. Посмотреть выступления статистов, российских ученых, рикши, они расскажут тебе, как приписывали, как поднимали искусственно и для чего поднимали. Это ответ на твой первый якобы вопрос. Мы будем пробегать точно так же, как ты этого заслуживаешь. Углубленно более я буду на определенных вопросах отвечать. Дальше. Виснет жестко. Так. Она принципиально не называла, а принципиально по соседству. Ты, Руслан, ты можешь нажать вот эту кнопку, которая с камерой, зайди, показывая свое лицо. Принципиально не называть название народа и говорить 1,5 миллиона. Назови мне, кто живет по соседству с Ингушетией, какой регион в количестве 1,5 миллиона. Или ты думаешь, что нужно быть настолько тупым, чтобы этого не понимать? Может быть, у тебя какие-то с математикой проблемы или со статистикой? У нас проблем нету. И дальнейшие вопросы в основном касаются именно чеченцев. Поэтому давай оставим вот эти рассказы и сказки. Второе. Начинаются вот эти сказки и байки про строителей башни. Якобы, что соседи, они уходили из соседнего региона, то есть ингуши, получая кровную месть, уходили в Чечню и строили башни. Я не знаю, конечно, у каких ученых ты получала образование, но насколько я знаю, по всем документам, которые есть у нас от Марковина, Виноградова, Чахкиева, Джабраила Юрьевича, насколько я знаю, больше всего башенных комплексов было в Чечне, особенно боевых башенных комплексов. В Ингушетии их было в разы меньше. Да и они были и то по более позднего периода. Скажи мне, как так получается, что башенные комплексы, а некоторые они официально в документах,
отмечены, что с 5 по 9 век, допустим, как Карачаевская башня, которая даже рядом не стоит и не граничит с Ингушетией. Как могли ингуши с кровной местью уйти в Чечню и построить башни, которых на тот период вообще не было в Ингушетии? Почему? Я тебе поясню. Потому что наши Чеберлоевские, Шароевские, это то, что не граничит вообще. Башенные комплексы, они 13, 14 века, 15 веков. И эти башенные комплексы официально записаны еще в советское время. Даже те, которые сохранились, старше выходят, чем ингушские. Каким это образом? Это первый вопрос у меня к тебе, раз ты настолько умная. Этнолог ты наш, нарнийский. Второй вопрос. Каким это образом и сколько ингушей нужно было уйти, чтобы построить башенных комплексов больше, чем в самой Ингушетии? Построить их нужно было в Чечне. И сколько нужно было времени для этого? У вас получается, что на период... Да ладно, это хорошо, Бог с ним. Ты мне ответь на один вопрос. Ингушские ДНК генетики официально на своей странице опубликовали, что первый ингуш появился в XI веке. И скажи мне, ну плюс-минус, пускай в XIV веке их будет, ну, я не знаю. В XI, через 300 лет они, пускай супер размножились, их было человек 200-300. Как эти 200-300 человек, с учетом того, что вы говорите, эти башенные комплексы принадлежат и строили только вы могли построить башни по всей территории, фактически по всей территории горной Чечни, Грузии, Осетии и Ингушетии? Как? Когда даже в 1801 году, по переписи населения, во всего вместе взятых мужчин и женщин 8-9 тысяч человек. Как вы могли за Кавказе, на Северном Кавказе, везде построить башни? И ты говоришь, еще утверждаешь, что из-за кровной мести ушли, и вот так переняли культуру, башенную культуру у вас. Ты хоть видела башни Чечни? Ты хоть когда-нибудь сама была в Чечне? А то бишь в Чеберлоевском, Шароевском, Галанчожском и Тумкалинском районе. Сразу оговорюсь, который вам не принадлежал никогда. Эти части я говорю. Каким образом, не зная, как выглядят даже наши башенные комплексы, ингуши в Чечне строили их настолько идеально, а дома у вас они стоят, сделаны из другого камня, и они отличаются. Это абсурдность данного вопроса и насмешки людей, которые знают башенную архитектуру нашего народа, знают труды Марковина, Виноградова, Чахкиева Джабраила Юрьевича. У нас по даже тем материалам, которые мы собрали, это я говорю только те исследователи, молодые ребята, мы не такие кандидаты наук, как ты. Извини, слава богу, что мы не такие. Такую пургу и ерунду нести даже на подкасте какого-то маленького регионального радио, мне было бы стыдно нести вот такого рода пургу. Или бы ты несла просто о себе, по крайней мере, мы бы это, на него не стали, я бы, точнее, не стал бы на него даже обращать внимание. Такую ересь нести. Это, конечно, ноу-хау, адрес от таких ученых, как ты. Или ты думаешь говорить высокопарными словами какому-то малолетке, который сидит напротив тебя, восхищается каждым словечком, которое вылетело из твоих уст. Он просто в шоке. Ах, великий этнолог несет такую пургу. И рассказывает, ты хотя бы ознакомилась бы с документами советских ученых. Этнограф ты наш. Вы посмотрите, как они, вот по крайней мере, идентичность этих башенных комплексов, они отличаются между собой даже. У нас другая структура камня, они чуть по-другому вообще выложены. Ну и опять же, возникает вопрос. Вы же так сильно любите говорить о пирамидальной ступенчатой системе крыши.
Вы видели, какие есть крыши на башенных комплексах в Чечне? В Чечне в разы больше сигнальных башен, чем в Ингушетии. Или даже в той же Осетии. В разы больше. Это та территория, которая вам не принадлежала. По нашим исследовательским работам мы, которые живем в 21 веке, обнаружили имена великих зодчих и мастеров, 26-27 фамилий, которые занимались строительством башен. Чеченцев, наслушавшись таких нордийцев, как ты. Это по башням. О великой культуре и традиции. Ну, большего бреда, конечно же, слышать я не мог. Вот чеченцы, говорит она, наша нордийка, кандидат исторических наук Нардии, говорит, вот чеченцы, говорит, вот это такой народ, вот у них идет война, ну вы слышали, да? Вот они могут забыть и танцевать, проводить свои свадьбы или какие-то что-то и тому подобное. Да, абсолютно верно. Чеченцы это делали. Но у чеченцев, ты знаешь, как бы тебе ответить? Чеченцы такой народ, который даже перед смертью они улыбаются. Ты, может быть, это не заметила. Даже перед смертью они улыбаются, они показывают свое бесстрашие. Очень много мест, когда малолетние ребята, которым даже нету и 10 лет, когда ехали военные колонны, перед ними танцевали назло им. Да, это абсурд. Это абсурд, это на грани абсурд. И все же они показывают свою смелость. Да, а скажи мне, пожалуйста, каким таким образом это отличается от Ингушетии, ты говоришь, да? Вот у нас, ну, во-первых, у вас никогда не было войн больше 6 дней, как таковой, зафиксированных, документально. В Чечне последние 2 войны плюс-минус шли, ну, где-то 20 лет. 20 лет и потеряли мы эти 300 тысяч. Каким образом чеченцы должны были, чтобы ты знал, ты же великий психолог и медик, я так понимаю, кроме этнографии, скажи мне, как психолог, изучаешь материалы, что говорят медики? К чему приводят вечное уныние, психологический стресс, вечное негодование? Если люди всегда будут в стрессе, негодовании, не будет ничего подобного, что могло бы каким-то образом отвлечь людей от любой депрессии, войны и стрессов. Что будет с этим человеком? Ты же великий у нас медик. Спроси у любого ученого. Резко повышается заболевание различного рода. Будь то артериальное давление, будь то онкология, будь то сахарный диабет и все остальное. Это тебе даже, я не имею медицинское образование, это люди знают, что в стрессовой ситуации это бывает. Но мозгов у тебя, видать, не хватает, кроме как наезжать на соседей, как ты говоришь, соседи ты говоришь, описываешь. Каким это образом? Означает, что все остальные должны быть сидеть в трауре. Но я задам тебе вопрос. То, что ты несешь ерунду, то, что ты рассказываешь о культурном различии, нет такого культурного различия, чтобы ты знал. У чеченцев вот сегодня нет войны. То, что ты говоришь, твоя бытовуха местечковая, я тебе поясню. То, что ты лжешь. На нашей улице умирает человек. Мы не делаем свадьбу.
У нас не играет громкая музыка. Мы не позволяем на машине включенной музыки по этой улице ездить. Это мы, нокчи. И соблюдаем свою культуру. Не знаю, где ты, что там, начиталась ты. И кого ты там видела именно. Конечно, судить о всех, о людях, которых там, извини меня, 1-2 тейпа чеченских, если объединить, их будет больше, чем все ваше население. Со всем моим уважением к вам. 2 чеченских тейпа объединить, а у чеченцев количество, у ногчи народа огромное. И мне интересно, ты рассказываешь, во время депортации ингуши не танцевали? Ингуши не делали ловзар? Или ладно, пускай это не будет ингуши, это войнахи пускай будет на тот период. Войнахи не делали лозер, и твои дедушка и бабушка не ходили на свекером в Казахстане. Когда мы 13 лет были, большей трагедии среди нашего народа, как то, что нас изгнали из родных краев, не было никогда. Не было свадеб за пределами в Казахстане. Что ты лжешь? Почему ты людей обманываешь? Ты взрослый человек. Говоришь, что ты замужем. Мусульманка. С Кавказа. И ты этнолог, кандидат исторических наук. Этнолог там Российской Академии или где ты там еще кем-то являешься, говорит, что у нас такого нет. У нас, вот я хочу привести пример, и, собственно, я хотел устроить свадьбу. Да Бог с тобой. У нас эти традиции есть. Есть эти проблемы, есть это у всех есть такое. Но это не обозначает, что где-то кто-то умер, что после этого весь народ должен быть в трауре все время. Ну так получилось. И это ты хвалишься, показываешь, что ваша идентичность отличается от наших, принижая наши, что ли? Тут еще неизвестно, кто больше или кто правильно поступает, и что об этом говорят психологи. Я как раз таки слышал английских психологов, которые говорили, что это несломимый дух ногчи народа, что тем самым они, англичане, которые приезжали в Первую войну и Вторую войну, они показывали, что прямо во время войны чеченцы танцевали даже. Те самые, тот, кто воевал. И сами российские офицеры и солдаты рассказывали это. Кто-то танцевал, а если он религиозный, кто-то делал до смерти зикр. И, извини меня, в чем отличие? В том, что ты, когда выходила замуж, на твоей улице кто-то умер, не сделал ловзар? Да ты издеваешься, что ли? У нас каждый второй, да если в селе где-то есть, а кто-то умер, тем более, если это кто-то из религиозных деятелей, кто-то, никто не делает. Никаких праздников. Когда умер, один пример, когда умер олимпийский чемпион Бувайсар Сайтеев, был объявлен траур. В этот день нигде, ни в одном месте, в 400 с лишним селений, муниципалитетов Чеченской Республики не было ни одного праздника, ни одной свадьбы и увеселительных мероприятий. А это Бувайсар Сайтеев, это один человек. И вся республика оплакивала его. Юсуп Темирханов, то же самое. Никаких свадеб, ничего. И что я теперь должен говорить? Вот у нас не оплакивали наших там героев, спортсменов, и мы вот такие хорошие. А в тот день кто... Вот эту байду как раз таки рассказывали. Пока у нас шла там война, говорят, в Грозном делали концерты и выступления. Я это слышал от нарнийцев. Они любят вот эту тему подгонять. Но война, которая была между Осетией и Ингушетией, она длилась 2-3 дня. Даже не вся республика успела узнать, что там есть конфликт. Не как сейчас в интернет там все было. Доступа ко всему не было.
И я говорю тем, кто это говорил, а не говорю, что это Танзилов сказал. Ну да ладно. Так что вот такие вещи рассказывать публично тебе, как кандидату исторических наук, не к лицу и позорно, честно сказать. Смешно. Еще раз повторюсь. Когда были в Казахстане, когда погибло по дороге столько много людей, когда там умирали, мы были вне дома, мы были изгоями, мы были предателями всего государства в их понимании. Играли свадьбы, делали лозерги, показывали свой несломленный дух. Несломленный дух, понимаешь? Это делали и Нохчи, и Гала. А ты тут сейчас несешь ерунду. Мы больше запоминаем, у нас это откладывается, у нас супер сверхинтеллект, потому что мы чистые. Не дай бог, конечно, к такому ученому обратиться за какой-нибудь поддержкой. Объединение и укрепление. Ну, по этому вопросу я очень много говорил. В Чеченской Республике об этом никто не мечтает и никто не желает. Ну, по крайней мере, среди тех, кто я спрашивал, начиная с руководства Чечни, который в прямом эфире на телеканале Грозный сказал, а зачем нам это надо? У нас нету такой цели. Если бы мы объединялись, мы бы объединились с Краснодарским краем. Это было бы, по крайней мере, эффективно, хотя бы экономически, хоть какая-то от этого. А так, никогда мы ни за поглощение, ни объединение чеченцы, никто ничего не говорил. С чего вы взяли, что это у нас есть стремление? А если у вас есть вопросы к федеральному центру, то пишите. Вот только вот эти байки о том, что может начаться война и так далее, и тому конфликтология и так далее и тому подобное, это Москве рассказывайте, не чеченцам. Мы объединение вообще об этом и не говорили. Насколько я знаю, а я почти что везде всех слушаю, читаю, максимально задействован во всех работах, ничего подобного у нас нету. И не собирались, в принципе. Пускай каждый живет у себя дома. История переписали на свой лад. Ну, в данной ситуации, конечно же, кто у кого что переписал, видно. Да и что переписывать у кого? У чеченцев, у Нохчи народа она более кровопролитная. Ну, начиная с Петра Первого, Шехмурзы Окотского и так далее и тому подобное. У вас, как таковой, мы были одним народом. До 1862 года не было на политической карте вообще. Не было такой территории, как ингуши, ангуштовцы и так далее и тому подобное. Поэтому ты, конечно, можешь утверждать, я нисколько не говорю, что они автохтоны. Автохтоны, да, автохтонный народ. Но мы были в то время единым. Не как ты по отдельности, понимаешь, а единым народом. Поэтому называют автохтонами Кавказа. По отдельности нет. Ну, как можно быть автохтонами, если генетика, если то, что говорит генетика, правда, и то, что говорят ингушские ученые, генетики, они опубликовали, что первым ингуш, который появился в XI веке, 1100 лет тому назад. Но это получается 21 век, 1000 год нашей эры появляется первый ингуш. Так написали ваши генетики. Есть доказательства, вы можете прочитать и посмотреть. Это не мои слова, опять же, повторюсь. Какой вопрос, такой ответ. Но ты говоришь о глубокой древности, ладно, это твое дело. Это, если меня не касается, но не надо нас... А шариатские суды, здесь вопрос такой. Шариатские суды. Вот у нас, говорит, есть шариатские суды, и если начнут нас объединять, вот у нас есть, у них нет, вот эта разница, ты вообще, Танзила, о чем? Ты и тебе подобные знать не знали, что такое шариат и ислам, когда в Чечне были шариатские суды. Ты хотя бы советскую литературу прочитай. Больше всего и позже всех шариатские суды были вплоть до 19 века. То есть эта система превалировала, то есть не было других судов, это Чеченская Республика. Есть официальная статистика, есть документы, это опубликованный документ. Еще в Советском Союзе. На тот период даже опубликовали. Хотя речь идет о 19 веке. У вас не было в то время. А что касается сегодня, в Чечне есть шариатские суды. Кто хочет по шариату, идет, обращается в муфтият, и там это есть. Никаких проблем с этим не будет.
Я еще раз повторюсь, если ты не знаешь о нас ничего, не надо вот эти детские сказки рассказывать. Не надо, тем более религию вообще не трогай. Это тебя никак не касается. Религиозный фактор обсуждать тебе не стоит. Ни шариатские суды и всего остального не стоит. Это светское государство. Если твои слова вот послушать, я не знаю даже, как это могут к этому относиться. Ну, это ерунда, конечно же. Шариатские решения по шариатскому суду, они... Ладно, ограбление гробниц. Ну, я не знаю, я не буду говорить за осетин, ваших соседей, да. Скажу с нашей стороны. Ну, во-первых, у вас грабить нечего, для начала. В плане солнечных могильников, чтобы ты знала. Вся Чечня, вплоть до Хуай, а это восточное, самое восточное, в принципе, даже я бы сказал не Хуай, а Ауха, вплоть до Ауха, усеяна различными родами солнечными могильниками. И чтобы ты знала, там этих костей, черепов огромное количество. Ты не знаешь, что ты великий у нас этнограф. Я хочу, чтобы ты понимала, когда мы посещали очередной солнечный могильник, я спросил, с нами был один парень, мы трудную молодежь повезли показать наше культурное наследие. Был один из представителей имамов. Я спросил, вот здесь так много костей, люди там фотографируются, берут эти черепы, там их очень много. Там еще ФСБ, погранзастава и так далее. Ну, чтобы туристы все не трогали. Нельзя ли это все по исламу захоронить? На что он мне ответил, что эти люди умерли во времена джахилии. И хоронить их по исламу нельзя. Закопать можно, но хоронить по исламу их нельзя. Это был его ответ. Вообще говорю. Везде, куда бы я ни ходил, не ездил, не проверял вот эти солнечные склепы, захоронения, катакомные захоронения и так далее и тому подобное, которые ты, может быть, и не знаешь вообще. Огромное количество черепов и костей в Чечне. И никто их никуда не тащит. Да это и не нужно. У нас нету такого, чтобы взять череп дома, покрасить, из него пить вино, водку, шампанское. Такого у нас нету. Мы нохчи, мы мусульмане. Никто домой кости не тащит. Нормальный человек. Даже когда копаешь, находишь кости, ее обратно закапывают. Что ты за человек, который говоришь, если ты, я говорю про ограбление гробниц, что нам воровать, когда, да и зачем? Хоть один случай покажите, что поймали на территории вашей части, вашей территории или ваших заповедников хоть одного чеченца, который бы воровал кости или черепа. Никогда этого не было. А если бы было, вы бы даже с чайников и утюгов доносили бы до людей и говорили, что вот они якобы крадут исторические, там, я не знаю, что, как это назвать, антропологические кости человека. Зачем? Нам это не нужно. Это полнейшая ерунда. Я вам зачитываю вопросы, которые непосредственно на нас задевают. Мне дела нету, что она о себе там говорит. Не принимали никого, в отличие от наших соседей. Не принимали никого. А тут этот вопрос очень сильно любят задавать нарнийцы всякого рода. Есть такой Мальсагов Хусейн Султангириевич. Вторая часть тома его. Книга называется «Происхождение ингушских фамилий, тейповых общин и роли ингушского языка в языковой системе мира». Вот первая книга. Есть и вторая. Нет, та розовая первая книга, а это вторая книга. Я коротко пробегусь. Для тебя, Танзила, специально кандидат исторических наук, который никого не принимает и не запускает к себе свой народ. Ты утверждаешь это, упрекая нас, как некоторые. Если бы ты бы не подняла этот вопрос, я бы не сказал. Так. Часть, отдельные тейпы называется, глава. Часть 30. Так. Это Гагиевый род. Здесь так и написано отдельно. Часть сородичей заселила в Шатойский район Чечни. Гитагажевы являются в братстве с Гагиевым, Саприевым, Муталиевыми. Дальше смотрим. И с Гитагажевыми, которые проживают в селении Курб, в других селах Кабарды. Дальше читаем.
Гамишевы, Джаваровы, Эстоевы, патронаж от Гагиевых. Гайтоевы, выходца из Осетии. Гарибековы, кумыки. Это я перечисляю тебе те, которые у вас. Гаман Екан, выходцы из аула Бейни. Их род считается сильным, но Совет средневековых тейпов в Алгае приговорил этот тейп к истреблению из-за шарлатанства, более сведений нет. Дальше смотрим. Воделовы из Абхазии. Куштовы с Воделовым вместе. Берехановы с Воделовым вместе, то есть получается Абхазия. Воделовы, Ачелуки, Куштовы, Ачелуки. Здесь их сколько? Ладно, их всех не перечислишь. Их фамилии называть я не буду. Арсамаковы. Фаланекан, народное объединение. Фаланекан, патронаж коренных, то есть Магушкову по имени проживания Насеркварт. Арсамакову, Магушку проживания Насеркварт, Назрань, Алхасты. Гушиевы из Осетии. Дакиевы, акинцы, проживающие в Сурхахих. Это другие, всех, которые другие написано, отдельно написано. Елхароевы, Джакиевы, Джанботовы, здесь отдельно написано, они выходцы из Чечни написано здесь. Джанхи, фамилия выходцы из Чечни, Джаниевы, это которые вы не принимаете. Джангамировы, Дударовы из Осетии, Дудархановы из Осетии, Заурбеков фамилии, Зокой фамилии, Зокой выходцы из Чечни, Измайловы из Осетии, Гаутовы, патронаж от Измайловых, то есть тоже получается от Осетии. Изнуры фамилии, проживающие в Канташе из Осетии. Тхостовы из Осетии в линии. Ильязовы, Толхостовы, Канташ. Ингушевы, выходцы из Кабарды. Исаевы, выходцы из Шали, проживают в Назрань, из Шали, Чечня. Исраиловы, Чечня. Йовгарнеки, от русского кузнеца Егора. Именуется Йовгар, проживает в Сурхахи. Киевы, выходцы из Акки. Калиматов, выходцы из Кабарды. Считаются братьями Кокурхоевых. Хашахульговы, Кабарда считается. Хашахульгов проживает в Базоркино и так далее. Но здесь уже места. Лягиевы из Кабарды. Это еще не все. Мамедовы, потомки турка. Марзабековы от акинцев. Маршани от абхазов. Медовы из акинцев. Ну, здесь на этой книге написано. Так, дальше смотрим. Мурадовы из Дагестана, Сюли. Мусостовы, выходцы из Чечни, Сагапши. Цалкоевы, сироты. Неизвестно откуда. Отдельный тейп написано. Ну, неизвестно откуда. Нету корней. Муцольговы считаются инонационального происхождения с братством с Леймой. Алхазуровы то же самое. В настоящее время сведений нет. Пушкины, патронаж от Дахкильговых. Фамилия материнская, брак не зарегистрирован. Рамазановы, выходцы из Дагестана. Самсоновы, выходцы из Чечни. Абировы, патронаж Гудатовых, живут в селе пригородного района. Хакиевы, выходцы из Дагестана. Уарстхой, здесь сведений нет. Хачароева сведений нет. Шамхаловы, кумыки по происхождению. Шундалаевы из Дагестана. Агбиевы, Кабарда. Эхкеникан примкнули Барханой. Ансадаловы, выходцы из Дагестана. Аулиевы, Колой, фамилия. Багиевы, проживающие в Акяже. Базалиевы из Дагестана. Бедоевы из Осетии. И так далее, и так далее. Даже вот Акиловы из Саудовской Аравии. Из РСО Алании. 88 фамилий в этой книге. В первой книге я могу еще взять от, там у него есть первые книги и от полководца, монгольского полководца и всего остального. Я надеюсь, ты понимаешь всю абсурдность вопроса, который ты поднимаешь. То есть это не я говорю, это ваши ученые говорите. Это вы говорите. Вы описали на этой книге. Я могу тебе взять книгу Дахкильгова.
если тебя не устраивает, допустим, Мальсагов. Это когда ты говоришь, что мы якобы такие. Даже в этой книге чеченцы записаны как отдельный тейп. Не ингуши, а чеченцы, чеченские фамилии я назвал, там называется как отдельный тейп. И всего 88 фамилий там. Можешь взять, посмотреть, купить эту книгу. Великий ты наш этнограф. Кстати, этнологи как раз и занимаются региональной политикой. Вот занимаются, кто проживает, как проживает, откуда. Не тебе ли об этом знать? Я этих людей не знаю. Валлахи, биллахи талла, вообще не знаю. Эти фамилии я впервые слышу даже. Но ты говоришь, что мы чистые, а вот у чеченцев, то есть у нас, что мы растворимая масса. То есть ты первый это затронул вопрос в своей передаче. Там. Я надеюсь, вы все слышали, можете посмотреть. Дальше. Не принимали никого. Ну, то, что принимали, не принимали, я показал, да? Здесь кого принимали, не принимали. Я даже не перечислил их всех. Можешь посмотреть. Вроде бы Кабарда, Чечня, Осетия, это... Ты же любишь так сильно говорить о адыгах. Это мы вели братство почему-то всегда с адыгами у нас было. У нас общая история очень сильная, начиная с Ушурмы и шейха Мансура. С чего ты вдруг начала так заботиться о черкесах и говорить так тепло о них? Ну, благо, ладно, это ваше личное дело. Обычно я привык только о грузинах от вас слышать такое. Я не про весь народ, сразу говорю, а конкретно этому человеку, который снял вот эту передачу. А, вот здесь. Князья, лорды, не было стратификации. Внутри народа или внешнее управление? По обоим этим вопросам о стратификации я могу тебе показать и сказать, в чем ты обманываешь. Ну, во-первых, внутри у вас есть SD-тейпы, и ты прекрасно это знаешь. И есть второстепенные. А это уже стратификация, как ты указываешь. По крайней мере, я говорю непосредственно по вопросам встречи Азамата с Абадиевым Идрисом. Можешь посмотреть это. Я говорю выступления наших братьев Галгай Хамхоевых, где они говорили о том, что Кокайланныша, цен СД что и так далее и тому подобное. Дальше я продолжать даже не буду. Есть ли стратификация или нету, думаю, ты прекрасно знаешь. Если ты каким-то образом хотела, ну ты, опять же, очень сильно ступила, ну какие лорды у нас, какие мусье и так далее и тому подобное. Если ты таким образом пыталась каким-то задеть руководство, так будь любезна, можешь обратиться, написать, есть пресс-служба у нас, обратись, вот спроси по имени. Если ты таким ироничным, саркастичным образом пыталась как-то сказать, думаю, что он тебе ответит, и причем очень достаточно хорошо. А что касается остального, внешнего князей были ли управляли, я даже и говорить об этом не хочу. Я думаю, тебе кабардинцы могут очень много рассказать об этом, мосье. И могут рассказать тебе об этом и шамхалы кумыкские тоже могут рассказать. Потому что, ну, допустим, когда до реконкисты, после нашествия Тамерлана, плоскостная территория была под ними, и мы знаем это, и говорим об этом. Но и у вас целые аж ханы нагайские там есть похоронены. Поэтому были ли внешнее управление или нет, посмотрите договор, который наконец-то подписали в 1810 году. Там, где четко указано, мы больше никаким образом, не кабардинским и так далее и тому подобное. Думаю, это уже документ, который твои сказки ставит уже, как говорится, на лопатки ложит. Но не стоит нас задевать. Я еще раз прошу, не трогай нас. Нам не важна ваша история. Дальше. Говорить главе региона все, что угодно в лицо. Говорить региону, ты хвастаешься там, вот мы и еще 18-й год. Это, конечно, не мое дело, но если ты упрекаешь кого-либо остальных регионов, главе региона в лицо Чеченской Республики каждый год встречается, любой может позвонить, задать вопросы, на улице встречается с ним,
могут задать вопросы и сказать. Если ты говоришь оскорбления и все остальное, но это показывает культуру и уровень вашего развития. Твоего именно, не народа, твоего именно конкретно. Ты же хвастаешься, мы можем сказать. Что-то я не видел, кроме бросания сдалека бутылок, когда в толпе шел ваш бывший экс-глава Ингушетии. Когда он звал вас для культурной дискуссии, говорил, приходите, давайте пообщаемся. Вы же не пошли. А вот в этот момент, когда вы были бы лицом к лицу, ему задали бы вопросы, вот тогда это является эталоном, как ты говоришь, говорить все, что мы хотим в лицо. Вот мы такой, мы сякой. Вы тем самым, если не уважаете ни руководство, ни государственные структуры, что ты этим хочешь показать? Что ты этим хочешь показать? Культуру своего поведения? Или что это доказывает? Что вы лучше кого-либо из соседних регионов? Да я, в принципе, честно сказать, это ваше дело. Мы просто прошли через 2 войны. Мы знаем, что такое кровь. У нас нет комплекса малого народа. С психикой у нас все нормально. Но даже я, человек, который не является, как ты, кандидатом исторических наук, такой бы ерунды не сказал бы в эфире. Ты взрослый человек. То есть тебе не 15-16 лет, чтобы такие глупые вещи говорить. Мы с нуля, заметь, ваш регион не был разрушен. Мы с нуля восстанавливаем все. Я здесь жил, я никуда никогда не уезжал. Ну, кроме как гости иногда. Все, Первую, Вторую войну я дома был. У нас одно место было, где можно было сфотографироваться, чистое, где было пару деревьев здесь, в центре. Асфальта не было. А в то время вы жили все вокруг великолепно. Анархия, хаос у нас был. И мы через все это прошли. Мы все это своими руками восстановили. И восстанавливаем до сих пор. Ты своими высказываниями говоришь, что вот вы якобы свободны и так далее и тому подобное. Но это не культурно, не красиво. Тем более для такого человека, сверхобаятельного в твоем лице, как ты утверждаешь. Грамотного, образованного. Апеллируя такими великолепными, высокопарными словами. Ну, просто ведущий был в шоке от тебя. Какие прекрасные термины ты используешь. Неплохо, в принципе, да? Для тех, кто не понимает, тот, кто будет реально восхищаться тем, что ты расскажешь. А тот, кто знает, о чем ты говоришь, это было, конечно же, смешно. Ладно, не об этом сейчас речь. Говорить своему главе все, что ты можешь, это, а упрекать чеченцев ни в чем не нужно. Чеченцы, где нужно, высказывают свое мнение, пишут, общаются, так что не тебе нас учить. Нос не дорос, как говорится. Поглощение культуры. Ну, это, конечно, был сильный упрек. Вот у тюркских племен поглощение. Но скажу тебе так. Что касается тюрков, в данной ситуации это нагайцы, это кумыки, тюрки, которые живут с нами по соседству. Вот с нами, которые граничат. Больше никого. От кумыков фактически, как таковой, чеченцы ничего не взяли. Ни в танце, ни в истангах. Они обогатились за счет нас. Если ты имеешь в виду насчет тюркизма, слов тюркских, но так получилось, что эта восточная часть, это было экономически развитое место. То есть это некий Уолл-стрит исторически, да? Кизляр, Хасавюрт, там были базары, там было Каспийское море, там по соседству Персия. И проходили, покупали, продавали. Но там, где ты больше всего общаешься, ты изучаешь этот язык, как сегодня международный английский. Стали бы вы нас упрекать, если бы чеченцев среди чеченского языка были бы английские слова? Нет, не стали. Прежде чем про чеченский тюркизм, или который словаки отнесли, ты посмотри, сколько русизма, или как там, не русизма, это все-таки неправильно, сколько русских слов вы употребляете в твоем-то небольшом народе, как ты говоришь. Ничуть не меньше. Вы ничего не можете сказать нохчи. Ну и нохчи вам тоже не могу сказать, потому что на самом деле у нас ситуация фактически одинаковая.
Что касается, переняли ли культурные ценности, переняли. Насчет буквы «Ф» вы можете посмотреть, что ученые говорят. Об этом публиковали. Мне даже не нужно этого. Что написали в советское время, об этом и ваши ингушские ученые пишут, и Халид Ашаев пишет об этом, и многие другие. Ну, почитай, посмотри. Ты же этнолог, кандидат исторических наук. Вот мне не трудно. Я бы сейчас, конечно, взял, но боюсь, что время просто затянется. Не хочу много на тебя время терять, но надо отвечать дальше. А переняли. Вот у нас ничего нету. Интересно, скажи мне, я только ничего, это обозначает полное зеро. Скажи мне, не видеть тещу, откуда вы взяли? И спроси у любимых, как ты говоришь сейчас, вы начали как-то, дай Бог, конечно, чтобы все хорошо было. Спроси у наших братьев адыгэ и черкесов, давно ли у них этот обычай? И тогда ты поймешь и скажешь, у кого кто что перенял. У них есть этот обычай. И они не пришлый народ, они автохтонный народ. А почему бы не взять у них? Если даже взяли, ничего плохого нету. Я ничего плохого не говорю, что это плохо или хорошо. Но то, что ты говоришь, ни у кого ничего не переняли, или ты же хочешь сказать, что адыги или кабардинцы или черкесы, это одно лицо. Не как ты утверждаешь. Адыге это не отдельно. Адыге это все эти 13 обществ ходят в народ адыге. И черкесы, и кабардинцы, и абазины, и все остальное, как ты говоришь. Может, ты не знаешь, просто у нас более с ними хорошие отношения, имеется в виду исторические. Мы знаем об этом чуть больше. Ты спроси, откуда этот обычай. А другие обычаи, можно ли сказать? Нет. Почему? Потому что на самом деле, по сути, чеченцы, нохчи и ингуши это идентичный народ. Мне нечего сказать плохого про ингушей, потому что мы один народ по сути. Но вот такие безграмотные люди, когда садятся с такими высокими званиями, начинают обсуждать и говорить, мы абсолютно разные и так далее, и тому разные только в головах. Ни в крови, ни в языке, ничего. Чтобы опять же не акцентировать внимание, скажу, из 7 диалектов один диалект чеченский, называемый галанчожский диалект, 100% соответствие с ингушским языком. И на нем у нас говорят, фактически, с говорами, если взять, акинцы, уарстхоевцы, это чеченские, один тейп, другой тухум, плюс-минус терлоевцы и так далее и тому подобное. Мелхестинцы, у них говор, правда, но это фактически одно и то же. Вы же любите говорить, у нас один язык. Это чистый исконный нохчи тейпы и тухумы. Так что язык это абсолютно не показатель. Слава Галгай только английский гал. Так, вот. Поэтому с языком тоже отпадает. А что касается, как его звали? Ваш великий калифорнийский лингвист Джоанна Николс, да? Вы можете посмотреть последний ролик и поймете. Джоанна ничего подобного не говорила. Да, кстати, в своем письме Джоанна написала, что никакого отношения ни к истории, ни к этнологии не имеет. Что она занимается лингвистикой. Вот, как ни странно. Так что в следующий раз, когда вы будете сочинять мифы и сказки об идентичности 6000-летней истории, нужно осторожнее быть с этим. Там говорит, анаха дагестанский языковой. Она прочитает, увидит то, что вы написали. У нее глаза на затылок убегут. Это кошмар. Как? Каким образом это возможно вообще? Как такие вещи можно делать? Так, что касается поглощения культуры, это я сказал. Не хотят жить в многоэтажках. Вот ты утверждаешь, Танзила,
что не хотят жить в многоэтажках. Скажи, когда говоришь о территориальной о территории, да? Меня слышно, видно? Кто-нибудь напишите. Да, нет, слышно, видно. Напишите кто-нибудь. Ибраим, скажи, видно, слышно меня? Нормально все? Да. Синтез, да. Хорошо. Смотри, вот ты утверждаешь, когда говоришь о территориальных претензиях и так далее, ты говоришь, не хотят жить наша молодежь, говорит, в многоэтажках, они хотят жить в частных домах. Скажи, от того, что они не хотят жить в многоэтажках, неужели ваши соседи, как ты говоришь, должны отдавать свои земли? Ты считаешь это правильно? Если у вас мало земли, ты считаешь, что нужно в 2009 году стихаря воровать чеченские земли? Это правильно? От того, что вы не хотите жить в многоэтажках, я не хочу или кто-либо не хочет, разве можно посягать на своего брата, ладно, не брата, соседа, и воровать у него земли? Это правильно? Это с какой точки зрения моральных и культурных ценностей на протяжении всей истории это является фактором того, что ты должен лгать, обманывать и захватывать соседние территории или соседние земли? Это, по-твоему, правильно? Я думаю, ты сама поняла, о чем, что ты опять очередной раз несешь чушь. И продают артефакты. Последний вопрос. Наконец-то, в принципе, мы закончили по этому вопросу. Скажу так. Нет ни одного факта, чтобы чеченцы покупали ингушские артефакты. Ложные обвинения, которые были сделаны еще в 2020 год был, да, или когда у вас там камни украли на башенных комплексах, когда вы пытались, приписывали даже это ко мне, что я якобы скупаю эти камни, или же я там скупают эти камни кто-то либо другой, там министр культуры в то время, да, его вы обвиняли в то время Юнию Успанова, который у вас же в Ингушетии из камня ингушского строил вам рестораны и так далее и тому подобное, а он в то время строил их в Малгобекском районе, если я не ошибаюсь, или в Карабулаке, или в Малгобекском районе. Обзывали, говорили про Юни все плохое, а Юни строил у вас свой бизнес-проект, точнее, ему заказали, и он строил. Мы никогда ничего не брали. Но и рано или поздно, даже несмотря на это, этот человек, то ли он наркоман, алкоголик был, крал камни, все узнали, следствие доказало, потому что подняли большой ажиотаж. Оказалось, что одна фамилия крала, выкупала камни у другой фамилии. Это было внутри. Ваши артефакты мы не воруем. Нам это не нужно. Костей у нас, черепов вот столько. Солнечных захоронений могильников больше, чем у вас в разы. Что у вас воровать? Да, ваших музеев больше сохранилось, нежели чем наших. Хотя Бузуртанов там вечно плачет, просит отдать каменный, там, которые нашли там в горах. Но у нас его тоже уже нету. Во время войны разграбили, разрушили. Нету ничего этого. Чечня восстанавливается, и мы то, что находим, еще раз повторюсь, тот аланский могильник, который был найден на территории Чечни, Танзила, этнолог ты наш. За последние 200, со времен царской России, ни один могильник не был найден в такой хорошем сохранности. И столько артефактов, чтобы было найдено. И все они останутся в Чечне. И они найдены не на Ингушетии. Они не найдены на границе с Ингушетией. Они найдены именно там, где сердце Чечни. Недалеко от города Грозный, Сюальжгал, Новчичу. Там, где Виноградов указывал и говорил, что в этом месте находилась столица Маас или Магас Аланского царства. Поэтому нам чужого воровать не нужно. У нас своего наследия достаточно. При расширении дороги нашли великолепные захоронения сарматского периода.
в Бамуте, который в Чечне, опять же, нашли захоронение, если скифского периода, если я не ошибаюсь. Когда дорога, а у нас идут стройки. В Гудурмесе нашли великолепные вытянутые черепа, которые вы говорили, что нигде нету, кроме как у вас. Что находят в Аухе, я вообще молчу. Это наши братья-ауховцы, часть нашего народа. И так плавно, активно я перейду как раз таки сейчас по вопросам по ауховцам, если у кого-то есть. Еще раз повторюсь. Башенных комплексов я поехал в Итумкалинский район, который никогда не был ингушским. Никогда. За все время существования. Вы, не зная нашей истории, не зная нашей территории, проклинали и говорили, что Рамзан Кадыров отобрал у ингушей, что это ваши башни. Вы даже не знали, что Итумкалинский район вообще никогда не принадлежал ингушам. Да и Галанчурский только небольшая часть принадлежала. На протяжении 3-4 лет. Все. Все это наше наследие, и нам ничего воровать у вас не нужно. Все записано. Даже если все, что есть в Грозном, сгорело, в Москве сохранились это. Вот о чем. Башлам, какие тейпы живут? В Аухе проживает 47 тейпов. Из них где-то 10 акинские, плюс-минус. Там есть 3 или 4 остхоевские. Остальные это Нахшмахкой, Эберлой, Шарвай, то есть обычные чеченские тейпы. 47 тейпов. Аухи. Вот. Я надеюсь, если у вас есть вопросы, или вы хотите поговорить, или вы думаете, что я каким-то образом несправедливо написал или ответил данному человеку, вы можете отправить запрос, показывая свое лицо, и я вам отвечу на любой ваш вопрос, который вы задали. Никаких проблем нету с этим. Но культурно дискуссию нужно проводить. Я никого не оскорбляю, никого не принижаю. Но данный пафос, который подняли бурю в стакане, ни о чем, это было, конечно, для кандидата исторических наук, это было антинаучно и постыдно. Единственное, что правильное использование некоторых слов, чтобы как-то воодушевить или удивить данного ведущего. Но не более, не менее. Самой тематикой вообще не владела. Касаемо чеченской культуры и чеченского языка или архитектуры вообще не владела информацией. Просто взяла у своих нордийских балаболов высказки и несла их лепет во время эфира. Ни больше, ни меньше. Вот. Поэтому нужно смотреть, нужно учить. Если ты не знаешь, приезжай в Чечню вместе со своим мужем. Мы тебя встретим, отвезем в чеченские горы, Нохчучуе, покажем наши башни. Увидишь, какая разница между нашими и вашими башнями, как они строились, и возможно ли было их построить такое количество. Там, если даже все вместе взято, вся Ингушетия бы приехала и начала бы строить, не закончила бы и за 200 лет постройку этих башенных комплексов. В одном Итумкалинском районе 456 памятников культурного наследия. 456 в одном Итумкалинском районе. Солнечные захоронения, это сигнальные, жилые, боевые, полубоевые башни, замковый комплекс. Все это в Итумкали. И в каких местах они построены, на каких отвесах они построены. Великолепные красавицы, башенные комплексы наших чеченского Тухума Мелхей. Великолепные комплексы нашего воинов наших акинцев Лам-Эки или орстхоевцев тех же. От того, что вы карту с точками закинете и пишете там, посмотрите, как много у нас. Да, много, но не забывайте, сколько войн и катаклизм было в Чечне. Хорошо, что у нас хоть такое количество их сохранилось. Понимаете? Хоть такое. Ладно. Есть вопросы? Задаем вопросы. Если есть. Пока я не начал следующую тему,
Но следующая тема у нас короткая. Я быстро по ней пройдусь. Отвечу на данные вопросы. Клинскими башнями не сравнивай. Я не сравнивал. Башлан, ты можешь меня поднять в эфир? Поднять в эфир, я не знаю, что такое поднять в эфир. Так, прикрепить комментарий, выйти прямой эфир с History. Я зачитываю. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва Мог шел, баракатуху. мою пошла. Моду алты. Дикью, альхамдулилlah, делаем сани. Дал Живем. Бог хастам. Сега уду цабеш мобу, мокш ай. Альхамдулилlah, дал Бог хастам, дал Бог хастам. И цадем он, ваше, вот насчет этой Уховской мечети, которую разрушили. Прокомментируешь? Да, конечно. Насчет ауха. Давайте я вам коротко расскажу, быстро, чтобы было понятно. 7 мая, я повторюсь еще раз, 7 мая начали сносить мечеть 19 века, которая была построена ауховцами в селении Ленин-Аул. Акташ-Аух, старое название. А на этот момент, когда об этом узнали местные жители, подъехали представители ауха и сказали, что вы делаете, зачем вы такое творите. Туда же во время этого разговора успели подъехать и, как вы знаете, представитель муфтията Республики Дагестан, так, по крайней мере, говорит он. И они решили, что до решения этого вопроса никто ничего не тронет, все будет как было. Кратко забегая вперед, после депортации чеченцев в эти районы, Ауховский район, ныне его разделили на две части. 2 селения, Ленин-Аул и Калинин-Аул, они вошли в состав Казбековского района. Остальные селения вошли в Новолакский район. Ну, мы их называем Ауховский район, так как он всегда исторически, все время, на протяжении всего времени до советского периода, он всегда был аухом. Со времен имама Шамиля, и не нужно эти сказки рассказывать, что советы создали. Нет, аух был аухом всегда на протяжении последних 300 или 500 лет, по крайней мере так. Со времен Шахмурзы Окотского, так сказать. А Шахмурза Окотский это 1558 год, если я не ошибаюсь. Хотя Красный Горшок с этим не согласится, но мне по барабану, согласен он или нет. Так вот, после депортации чеченцев эти земли были заселены лакцами, аварцами, в основном лакцами, но и вот эти Ленин-Аул, Калинин-Аул заселены аварцами. Земли отобрали, дома отобрали, чеченцы уехали. Все, советская власть, враги народа, все понятно. Сегодня, я хочу сделать небольшое вкрепление, сегодня некоторые, многие называющие себя мусульманами, лакцы и аварцы говорят, что их насильственно переселили и начали называть дату переселения с горной части на Ауховский район, начали называть его геноцидом или насильственным переселением туда. Но это их право, конечно, это трудно назвать переселение. Почему? Потому что в любом случае это в рамках одного и того же региона. Да и в принципе, если захотеть, вернуться можно. Ну да ладно, я не буду сейчас судить. Там они говорят, дома сожгли, уничтожили НКВДшники, ладно, пускай так и будет, да? Представим себе на секунду, что это так. Но не факт. Возвращаются чеченцы, полная амнистия. В 1993 году принимается закон о реабилитации, принимается внутренний закон о том, что возвращать. Пор, наверное, лет 30 или 40
Это по материалам, которые есть в свободном. А изначально земельных, которых отобрали. Которых отобрали. 90 тысяч нуждается. Часть домов, небольшую часть домов чеченцы сами выкупили. Как вы думаете, хотя бы красивый, великолепный. Москва выделила несколько раз. Таким образом, кто их присвоил или нет, это дело, конечно, тех чиновников, тех, кто там проживает. Но Москва тоже не дура. И она не позволит себя обманывать или облапошивать. Но, несмотря на это, воспользовалась вот этой недопониманием между Москвой и региональным центром. Лакцы и Лакцы и Алмакцы, или точнее, аварцы дома не возвращают. И в это количество этих домов входила и эта мечеть 19 века. Ее просили вернуть, я об этом говорил еще года 3 тому назад. Башлам, выйди из эфира и запусти заново. Зависает. Хорошо, сейчас дайте мне буквально 1 минуту, заходите снова. Лайк системы. Başlam soğuksun. Итак. Валикум ассалам, ауховским welcome. Салам маршал, душу шувежришка, ногчечер. Итак, еще года 2-3 тому назад эту мечеть показывали. Мы и говорили о нем, говорили о могилах, что нужно вернуть хотя бы мечети ауховцам, чтобы они могли восстановить их,
Ашлам, панкиси, вайхали. Панкиси, аш ночи бу, вай ночи дола юкай. Просили вернуть эту мечеть, но ничем это не увенчалось. Мечеть не вернули, были вот эти все разговоры. Просили, но опять же, по высказыванию жителей Ауха, мечеть в недавнее время вернули, они успели реставрировать внешнюю часть данного заведения. Это в советское время из мечети сделали магазин, потом его сделали складом. И вот 7 на 8 встретились, договорились, сказали, все, пока не решат вопрос, дали, как грубо говоря, по рукам, сказали, что ничего не будет, все будет хорошо, все сделаем чин-чином, по-мусульмански, по-братски. Разошлись. В 2 часа ночи, не знаю, на фотографиях 2 экскаватора, или куны называем, да, приехали, разрушили, разломали, закинули их на КАМАЗы и развезли на 3 свалки Ауховского района. Ауховского и Казбековского района. Это уже получается 2 часа ночи. Об этом сегодня утром, в пятницу, мне прислали в директ наши подписчики, братья, прислали мне с текстом видео, обращение. Да, еще один момент. Там было выступление имама из мечети Ленин-Аул или Калин-Аул, не помню точно, Ленин-Аул, кажется, который там говорил, что это не мечеть, что это якобы не принадлежало, что они купили у законных хозяев и так далее и тому подобное. Ну, данный миф мы полностью разоблачили в эфире. Хозяева этой земли являются чеченцы, ауховцы, которым она принадлежит. И все, что принадлежало им до выселения, по милости Аллаха, мы будем надеяться и верить, что это вернется, принадлежит, с точки зрения шариата, принадлежит им и никому иному. И даже если на нем строится мечеть только с дозволения хозяина, даже во времена пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, вы слышали про хадис, который говорили, что то ли какой-то яхуд, еврей, не давал землю, определенный кусок, для того, чтобы построить, нужно было мечеть, если я не ошибаюсь. На что он отказывался, что бы ему ни предлагали, даже как бы ни говорил ему пророк, или его сподвижники. И то ли Осман отдал одну из самых великолепных, больших финиковых своих садов, чтобы отдал этот кусок еврей. Если я не ошибаюсь. Во времена пророка. Что может быть дороже? Сегодня, называя себя мусульманами, делая намаз в этой мечети, каково будет этим людям? На харамных землях, принадлежавшим чеченцам, не договорившись с ним, не вернув им эти деньги, дома, земли, извините, не выплатив им за это нужную сумму, построить на него любое религиозное образование с точки зрения религии, как это будет выглядеть, я не знаю. У меня нету религиозного образования, но уверен, что это харам. По тем хадисам, которые я слышал, и по истории жизни пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, это харам. И какой бы имам малолетка не сидел там и не говорил об этом, что это халал, что мы купили якобы у законных хозяев, как этот имам мог сказать законных хозяев, он не знает истории этого села? Хотя я понимаю, может и не знает, он же уже родился там, да? Что до 1944 года, что эти земли принадлежали только чеченцам, ауховцам, исконно на протяжении сотни, если не тысячи лет. Вот что произошло. После этого
заявление имама, сделали опровержение, мы опубликовали. И сегодня утром приходит сообщение, где выступает очередной уже чеченский имам и рассказывает о харамной сделке, о том, что неправильно, несправедливо. Ко мне оно пришло вместе с текстом, я по милости Всевышнего Аллаха опубликовал его. Валлахи, биллахи, талахи, не ради фитны, не ради, чтобы кто-то поссорился между собой и так далее. Там нет. Во-первых, в первую очередь, это мечеть, это дом Аллаха. Каком бы она ни была в непригожем состоянии, если бы ауховцам вернули бы эту мечеть и позволили бы ее восстановить, ее бы ауховцы 5 секунд восстановили. И братья бы с Чечни им помогли бы. Никаких с этим проблем бы не было. Это раз. Во-вторых, это объект культурного наследия. Построенная мечеть в 19 веке. Это два. С точки зрения ислама, то, что это не на чужой земле построили эту мечеть или эту парковку для той мечети, это харам. Это 3. Четвертое, это молодой имам, который говорит, я имам в этой селе, и рассказывает небылицы о том, что выкупили законы и так далее и тому подобное, его ложь опровергли. Это 4, Бяхмабилыш. Да. Вац эфире Аусо. Вот. Вот. И, конечно же, я не могу не сказать, информация у меня есть, поступила. Сегодня, по крайней мере, 2 части, насколько я знаю, 2 места, куда высыпали, алейкум ассалам, остаток этой мечети, представители, достойные сыны, ауховцы, поехали, собрали каждый кусочек камня от своей бывшей мечети, погрузили на КАМАЗы и увезли. Я надеюсь, что из этих же камней будет выложена новая мечеть в Ленинауле, Акташ-Аухе, в Акташ-Аухе, Ауховском районе. Дай Аллах им силы. Что касается остального или момента, который есть некоторые слухи, я, опять же, полноценной информацией не обладаю, но есть разговоры о том, что должна произойти встреча, шариатское решение должны вынести имамы исламских республик, мусульманских республик Северного Кавказа. Они должны сделать свой вердикт, вроде бы. Опять же, не могу сказать достоверно, так это или нет. И должны вынести решение по данной ситуации. Правильно ли это было или нет. Вот такая ситуация на данный момент по Ауховской мечети, которая была ночью 7 на 8 мая уничтожена, разрушена. Повторюсь, был ли это магазином, был ли это складом в советское время? В советское время многие, даже мечети в Чечне, даже в Чечне эти мечети были сделаны, под них склады были сделаны, но чеченцы после возвращения вычистили, восстановили. Поэтому я надеюсь, с этим проблем нету и не могло быть. Валлахи, биллахи, талахи, нисколько не радуюсь данной ситуации. И когда со мной разговаривают или общаются представители лакцев, аварцев, говорят, вот мы там в Кавказской войне были всегда вместе и так далее и тому подобное. Вот почему у вас, вы, некоторые ваши чеченцы относятся так, я всегда говорил, говорю и буду говорить. До тех пор, пока не будут освобождены каждый кусочек земли, каждый дом, каждая мечеть,
ауховцев, которых проживает, чеченцев, ауховцев, как вы пытаетесь придумать новый термин, да, этнос, акинцев, 200 тысяч человек, пока вы не вернете то, что им по закону, и по закону шариата Всевышнего Аллаха, и по закону светскому, закон о реабилитации, пока вы не вернете им эти участки, эти дома, эти мечети, эти кладбища, название их района, до тех пор, возможно, до вас дойдет, что вы сами кузнецы своего счастья. Они должны вернуть это, и тогда все выровняется. Не будет никаких проблем. Все будут говорить, что мы, братья-мусульмане, хорошие соседи. Какой брат может называться братом, если он посягает на дома и имущество мусульман своих? Тем более, еще раз повторюсь, никакой речи здесь от чеченцев вы не слышали. Ни один раз у меня в эфире от меня вы не слышали, чтобы чеченцы говорили, мы отрываем аух от Дагестана. Не было такого разговора. Эти разговоры вели ваши нацики, чтобы не восстановили Ауховский район. Ауховский район должен быть восстановлен по закону Российской Федерации в пределах субъекта Российской Федерации Республики Дагестан. Все. Вот мечта, вот требование, вот желание всех ауховцев. И мы полностью сердцем и душой поддерживаем наших братьев-ауховцев. Полностью. Так было, так будет. До тех пор, пока этот вопрос полностью не будет закрыт. Вот мой ответ на ваш вопрос. Ничего иного быть не может. Иначе быть не может. Поэтому других никаких проблем между нами нету с вами. Мы мусульмане, да. Исторически мы вместе где-то там участвовали в Кавказской войне и так далее. Да, все это было. Но война закончилась. Сегодня Республика Дагестан, Республика Чечня – это субъекты Российской Федерации. Несмотря на это, нам сегодня позволяют и молиться, и все остальное. Имеется в виду, сегодня спокойно, нет никаких ущемлений в намазе, в мечетях и всего остального. Москва абсолютно не запрещает и не говорит, отдайте историческую мечеть ауховцам. Москва не говорит, мы не позволяем восстановить Ауховский район. Нет. Москва все для этого сделала. Вопрос должен решаться непосредственно в Республике Дагестан, по моему пониманию. А Республика Дагестан говорит, что этот вопрос решится только в том случае, если Москва еще раз выделит деньги. А Москва говорит, мы достаточно отправили. Ищите, сажайте, верните и по закону отдавайте. И вот так эта балалайка длится уже 30-40 лет. Каким-то ауховцам пытаются в карман деньги всунуть, чтобы они замолчали об этой проблеме. Каких-то там назвать отдельными акинцами, чтобы чеченцы разочаровались в них и сказали, раз вы не чеченцы, а говорите вы отдельный народ, тогда решайте сами. Вот для чего это делается. Искусственно записывая это в метрическом и всем остальном. Когда братья, соседи дагестанцы приезжают в Чечню, на могилы наибов, которые погибли в Кавказской войне, чеченцы их встречают с хлебом, солью, размещают и помогают им во всем. Когда братья-чеченцы конные поехали к своим братьям-ауховцам, вы подняли панику. Вы это прекрасно помните. Вот они приехали с чеченским флагом, приехали как соседи к своим братьям. Не к вам же, опять же. Мы не напрашивались, вы и то там подняли панику, позвали ЦП, УПЦ, МВД, РПЦ и все остальные ЦЦ. Ничего не было, приехали с флагом, с братьями, чай попили, намаз сделали, уехали. Они землю увезти на лошадях не могут, ничего не могут сделать. Это просто конный поход, все. Зачем нужно было это делать? Опять говорят, что чеченцы виноваты. На пляже кто-то что-то сделал, один человек, вы показываете, как будто это вся Чечня делает.
Приехали в Хасавюрте во время пандемии купить картошку с луком, вы панику поднимаете, чеченцы с голода умирают, посмотрите, как они хватают. Однако вы не показываете, когда у вас в магазине в Махачкале, Кизляре, или как, Кизилюрте, продавали по 99 рублей, толпа разрывала там, чуть ли не весь магазин не разбила. Вы не говорите про свой народ плохого, ничего. А вот чеченцы, которые за 2 войны знали, что такое голод, холод и все остальное, приехали себе закупиться. Опять же, поднимая вашу экономику, вы про них что только не снимали. Какую причину не найди, у вас сразу вот на посту чеченцы, а это сделали чеченцы, то сделали. Чеченцы поднимают вашу экономику не хуже, чем другие. На море едут к вам, отдыхать едут к вам, на базаре вещи покупать едут к вам. Вот что происходило. Власти Чечни планируют ли вернуть чеченский? Нет. Власти Чечни вообще ни разу не говорили об этом. Власти Чечни официально каждого 23 февраля и при первой же своей возможности заявляют только об одном. Верните дома ауховцам и восстановите их район. Ни разу не заходила речь об отторжении от Республики Дагестан куска земли, касаемо Ауховского района. Это дело самих ауховцев, их 200 тысяч. Они просто хотят восстановить свой район. Все. У чеченцев с дагестанцами по землям проблемы заморожены. До лучших времен. Это те земли, которые в Чеберловском районе, это пастбище, там, где люди не живут. Все. Никаких проблем по Ауховскому отторжению никогда не было. И не будет. Таких разговоров нет. У чеченцев хватит своей земли. Вы, может, не знаете, последние новости, 3 новых города. Слепцовск, Наур и еще один. Забыл какой. Кажется, Терек строят. 3-й город будет называться. Новых 3 города строят. У нас великолепный Наурский район. У нас великолепный Мохник-Уашт, Шилковской район. Нам зачем это? Но там аухи проживают наши братья. И мы всегда готовы им помочь. Все. Вот на этом вопрос закрыт. Никакие территориальные отторжения здесь нету. И разговора этого нет. Ачхой-Мартан и так уже город. Сейчас и Серноводск будет городом. Вот так вот. Надеюсь, ответил. Я сказал Слепцовск? Серноводск. Прошу прощения. Оговорился. Оговорка по Фрейду. Ничего, бывает. Иногда можно оговориться. Слепцов, Серноводск, в принципе, это те земли, которые норнийцы украли? Нет. Это не те земли, которые норнийцы украли. Те земли, которые норнийцы украли, это горная часть, и там никто не проживает. И там будут проживать только Уарстхой. Это Арстхоевские земли. Список составлен. Там будут проживать Эчуай, Мяджуай, Гуандлуай, Белхаруай. Те, которые там всю жизнь жили. Ну, с Чечни, само собой. Я не знаю, кто там за что схватился, но я оговорился. Прошу прощения. Слепцов, Серноводск я всегда путаю. Не в обиду нашим братьям из Серноводска или Асиновка. Но Асиновку я никогда не путаю. Там мои любимые братья Мелхи проживают. Я имею в виду, в состав Чечни вернется ли те земли со стороны Ингушетии. Никаких разговоров о землях насчет Ингушетии нету. Высказывание было только по поводу, это сказал Мехда, глава Чеченской Республики. Он высказал такое мнение: если болтуны и хачаэлисты и так далее и тому подобное будут стравливать людей, это было один раз высказывание главы Чеченской Республики, больше такого не было. Никаких претензий нету. Договор в 2018 году подписан, и чеченцы соблюдают полностью этот договор. Башлам, помнишь, земли кто-то взял в аренду, продал военным, вернули эти земли? Да, у нас все земли вернули. Военным ничего, в принципе, Минобороны все земли вернула нам. У нас нету с этим проблем.
насколько я знаю, по крайней мере, у нас под полигон, под что-либо у нас только военные. Это в Калиновское, это в этом Ханкале и земли, ну, Борзой и в Шали. Вот эти части, они существовали с советских времен, больше никаких земель отдельных, отведенных под это у нас нету. Только то, что я вам перечислил. Ты и не увидел мой вопрос. Favor Points 20. Ну, извини, отправь повторно. Да хоть ты будешь там жить, если поедешь жить, не думаю, что кто-то будет против. Что самое интересное, норнийцы сами украли чеченские земли и обвиняют нас в том, что мы абсолютно верно. В 2009 году незаконно, пока шла контртеррористическая операция на нашей территории, были прихватизированы стихаря земли в Галанчурском, ныне Серноводский район. Вот. Раньше это была Ачхаймартанская, кажется, лесничество. До этого это был Галанчурский район. То есть правая сторона Фортанги, которая всегда реки Мартанки, извините, она Мартанка называется, по крайней мере, Красный Горшок в своем докладе в Грузии так сказал. Отныне я ее буду называть Мартанка. Ну, ваш племянник, это норнийский историк в 4-м поколении. Галанчурский стал Серноводским, да. Я не знаю, наверное, восстановят. Он сейчас называется официально вроде Серноводский район. Это тоже вернем, иншаллах. Задавайте вопросы. И один вопрос поступил с донейшеном. Задонатили. Так, самый интересный момент. Хочу, чтобы поблагодарить. Сегодня Руслан, брат, дал духу ахуэл. Огромная благодарность. Брат Руслану понравился наш стрим, и он задонатил. Брат Руслан задонатил, раз. Гирихан, 2. Луиза, 3. Раиса, 4. 2 сестры и 2 брата задонатили. Огромное. Нет. Луиза 2 раза задонатила. Луиза дал сей дуэл, дал дух яхвел, будисник, эзашкасу удовлетил. Вот 4 человека задонатили. И еще один донейшн, через Donation Alerts с Ютуба отправил наш брат. Он отправил донейшн и вопрос. Хочу его зачитать, чтобы ответить на него. Салам алейкум, башлам. Ва алейкум ассалам. Дерез хулда, масан хул. Абяш бол болхан. Дерез масан хул. Вейдейш силардар, дерез хул. Тхасилардар, дерез хул. Хайн халдацах, мог бы ты пример, как использовать те слова, что вместо слова тухум. По-моему, ты сказал варас. Как сказать со хок. Сутухумду. Понимаю, понятно. Если ты хочешь использовать вместо слова тухум, далсадол, это у нас 6 человек задонатили за наш эфир. Огромная благодарность. Неважно, какая сумма, неважно, умадац из духсахлар. Яхмахет, все нормально, да, духтахтойл. В любом случае, что бы ни было, мы это направим для нашей работы. Новый вокзал. Нет, новый вокзал еще не видел, но через интернет видел. Так вот, динто или верс, сохок версаху, там, допустим, со, дышный версу, ядышный вараху, еверсу, ядышный димтуху, примерно дышный бас, или акай димто усо. Или масала нохшмахва димто юкирусо. Димто это обозначает то же самое, что и тухум, примерно. Или вар валаха, верс валаха, со димто версу. То есть, со нохшмахва версу укаву, хамилш версу укаву, соч эбрила версу укаву. Ну, вот так примерно должно. Это все-таки больше направление это на уральском языке. И на нашем языке, вот как использование этих слов, это лингвисты этим занимаются. По крайней мере, это так как-то должно звучать. Я не лингвист, но мне объяснили так, и я до вас довел. Если я как-то чуть ошибся, прошу прощения, но правильно должно быть так. Вот. На вокзале нет. И я надеюсь, что в ближайшее время вот эта прямая дорога через Самашки, через наш заводской район, Андреевскую долину, через Назрань и
вплоть до Миновод эта линия будет открыта. Вот тогда я очень надеюсь, что вроде бы подписали. Я помню, это было где-то полгода тому назад. Вроде бы между Ингушетией и Чечней подписали. Они сказали, что восстановит эту линию. И поезда будут чаще проходить по нашей территории. Должны вплоть до Азербайджана они идти. Дагестана, Азербайджана, то есть не как сейчас у нас она является тупиковой, то есть сейчас нужно поехать в Гудермес, там с Гудермеса обратно в Грозный, а электрички будут ходить прямую на Миноводы, на Ставрополь, ну в эту область, да, вы понимаете, Тихорецкая и так далее, там, как Миноводы. Вот. Это очень для экономического развития это очень хорошо. Почему? Потому что товар будет дешевле, можно будет на поезде, на электричке, оптовики сейчас на машинах, чтобы поехать через посты, ничего этого не нужно будет. Если оттуда будут ходить электрички или что-либо, товар можно будет загрузить на электричку, приехать домой, само собой цены будут ниже, более качественный товар можно будет оттуда привозить в Пятигорске, вы знаете, он дешевле, насколько я знаю, по крайней мере, некоторые. Для студентов, которые учатся в вузах, это будет очень экономно, чтобы поехать в Нальчик, в Минводы, сел на электричку, поехал, переживать не нужно. И я думаю, что это решение многих проблем, да и вплоть еще, насколько я знаю, можно будет спокойно передвигаться, товарные составы будут больше передвигаться, чтобы... Сейчас это немножко там, чтобы выехать, если я сажусь на поезд в 4 часа, было раньше, по крайней мере, пока я доехал до Моздока, это было 12 или час ночи. В 4 часа дня я садился, и в 12 часов ночи мы доезжали только до Моздока. Вот поехать на тупик, поехать до Гудермеса, оттуда обратно поехать на Моздок, Черленый и так далее и тому подобное. Огромное время, поэтому надеюсь, что все будет хорошо, и эту линию скоро откроют, по крайней мере, я видел. Так, Казбек, что? Ага. Так. Казбек. Дошел. Казбек тоже дошел. Соболь. Ваша. Это ты отправил на Т-банк. Вот сейчас я вижу. На Т-банк. Брат шейх задонатил. Шах дал духуахуэл. Булдисник эзершка соудортил. Шах Ибраим Бислан Ибраим. Вот так. Вот Шудал Духдал Казбек тоже дошло. Я просто на Т-банк сообщение пришло чуть позже. Дал Сидуал Дал Духдал Булдисник эзершка соудортил. Огромная благодарность за вашу поддержку. Чем больше вы поддерживаете, тем больше мы можем развивать наш канал. А так, как вы знаете, мы только за счет вас и живем и существуем. Башлам, когда еще глава Республики Дагестан был Абдулатипов, четко на весь мир заявил в 2013 году, что Аух район будет восстановлен в 2025 году. Ну, Абдулатипов сейчас не глава. После Абдулатипова был еще этот Васильев, сейчас Меликов. Я не знаю, честно. Давно бы пора бы. Давно пора. Восстановили бы, не было бы никаких проблем с этим. Никаких проблем бы не было с этим. Это же все равно та же самая часть Республики Дагестан. Что бы там было? Наоборот, люди бы навели бы порядок у себя. Вернули бы дома. Все, не было никаких бы проблем между, как говорится, аварцами, илакцами и чеченцами. Баслам Бакаев пишет, что Двалов Гамрикелли считал предками нахов. Также Бакаев параллель Двалов и Мелхи приводил. Книга «Тайна Жерук Анта». Страница 102. Что думаешь? Ну, я не знаю, я скажу так. Да, я читал и в некоторых источниках, что Двалы близки к нам. Я не спорю об этом. Что читал, то читал. Говорить однозначно не могу. Это будет ясно только после сдачи ДНК. ДНК покажет, родственно или нет. Что касается Мелхи, Мелха это 100% чистейшие ногчи. Какая-то часть Мелхи осталась в Грузии. Такое есть. Я не про Панкистское ущелье. Где и среди какого народа они растворились? То есть из Тухума. Тогда из Тухума. Это раз. Что касается книги Жерук Анта Хасана Бакаева, у меня нету. Его нет у меня. Врать не буду. Этой книги у меня нет.
У меня есть его великолепная книга по истории этногенеза ногчи народа. Вот это и есть. Башлам, ДНК-проект доверяешь ты? ДНК-проекту доверяю. Естественной науке не доверять, это, конечно, сложно. Доверяю, конечно. ДНК не показывает нацию, еще раз повторюсь, и всегда говорил это. ДНК показывает, сын ли ты своего отца, и не более. Само собой, если один тейп знал, у них показывает один ДНК, то ты никак не можешь быть там другой национальности. Если они ногчи, то ты тоже ногчи. Вот так вот. Если, извини меня, во главе показывают, что ДНК представителя этого тейпа, главного или всего его рода, показывает общий отец с соседями, то значит такова история. Значит, они пришли и их приняли чеченцы. Как политические беженцы они пришли, или во время мухаджирства они пришли, разные версии могут быть. Но таких, которые пришли, не так уж много. И это норнийцы очень сильно любят, особенно сюли норнийцы очень сильно любят, и с запада наши соседи любят эту тему поднимать. Сюли говорят, что 46 тейпов, эти перечисляют там тюркские, все какие тюркские? Тюрки это нагайцы и кумыки. Всегда к ним, поэтому это не столь важно. Я сейчас в данный момент отвечаю на вопросы. Мы говорили сегодня о двух темах. Это интервью этнолога в кавычках и ученого Танзилы, который там несла пургу. Второе, это было по Ауховской мечети. И третье, я должен был по симпозиуму, конечно же, провести доклад, но сегодня я буду отвечать на ваши вопросы по докладу, наверное, мы завтра добьем его, чтобы не было никаких, как говорится, проблем. Вот. Сегодня и так день очень насыщенный. У меня, как говорится, еще раз попрошу, чтобы те люди, которые мне присылают видео, историческое оно, или данного события, при раскопках и так далее и тому подобное, не просите после того, как прислали мне, его не загружать. Или не просите меня с кем-то говорить, чтобы я поговорил, можно ли или нельзя. Если вы боитесь, чтобы я загружал это видео, не присылайте его. Я и так не называю ничьих имен. Я и так анонимно отвечаю им. Поэтому присылать, а потом говорить, не, пока это не публикую, пока это то. Ну, извините меня, если кто-то другой это сделает, это будет, мне, честно сказать, бывает стыдно от этого. Башлам, а Мелхиста будет исследовать ДНК костных, Мелхисте будут исследовать ДНК костных останков. Так уже исследовали. Как Мурзаев, исследовали там в основе своей J2. Башлам, можешь рассказать про Шатой, то, что говорят ингуши? Ну, я так сказал вам. Это полнейшая ерунда. Я его давно уже опроверг, этот миф. На этой книге четко указано, хаккой чеченцы там написано. А то, что некоторые гяги-нехи, которые являются остхоевцами, родственники, ну, извините, в Шатое возможно. Тоже там и Эшбату, и остальные. Старые Атаги, это все-таки, не забывайте, без малого 5 столиц в разные времена, старые Атаги. Одно из великолепных и старых селений.
которые не имеют никакого отношения к тюркским названиям, хотя наши соседи тюрки там со своими, вот, с нашим известным Ибраимом Хабаевым мы разговаривали по этому поводу, общались, альхамдулилля, мы знаем, что обозначает это чисто. Ну, извини меня, они за это время приписали Эшбатвай к ингушам, Муквай к ингушам, Хаккой к ингушам, то они кого? Всю правую сторону, кто, точнее, позже. Башлам, как ты относишься, как крутили головами, распустив волосы при встрече Трампа? Я не хочу, здесь взрослое поколение, я не хочу выражаться, как это выглядело. Это был стыд, срам, видной позор для мусульман. И все. Вот если коротко, если сказать, не оскорбляя и не выражая, чтобы не было пип, я вот так выскажусь по этому вопросу. Вот так вот. Ибраим, отправляю вопросы, если есть. Любые вопросы по истории просто. Может, хоть один, если у вас нет вопроса, давайте с вами Абу Баркара Баркинхоева мы можем быстро. Здесь есть некоторые доклады. Вот по как раз-таки докладу Абу-Бакара Баркинхоева я ничего не могу сказать. Абу-Бакару Баркинхоеву, исследователь ингушского языка, краевед Москва, Российская Федерация, огромная ему благодарность. Почему? Потому что он в своей научной работе на симпозиуме в Грузии, в Тбилисском государственном университете выступил, которые выступали от Ингушского культурного дома или центра в Грузии, выступил перед студентами Тбилисского государственного университета и не затронул ни словом алейкум ассалам, ни своей темой не затронул чеченцев. Никаким образом. Вот я просмотрел, здесь единственное выделено. Мы убеждены, что ингушский язык принадлежит к классу древних языков, ареал которого выходил далеко за его пределы Кавказа. Одной из важных задач, поставленных нами в этом сообщении, это вызвать интерес к исследованию. Ну, я так думаю, что это непосредственно речь идет о уральских, хуритских, да, вот, ну, само собой, они являются, как и мы, являются частью одного единого народа, хуритов и уратийцев. Они могут тоже сказать, что сейчас они говорят, что они отдельно, но, по сути, являемся одним и тем же народом. Ну, здесь какие-то, конечно, я немножко вот не мог понять, зачем. Вот, имеются некоторые клинописные документы, надписи которых вызывают улыбку в связи с остротой написанных выражений. Данные крылатые выражения по настоящее время в ходу ингушей и в разговорной речи, но в литературе не встречаются. Они балансируются на грани нецензурного мата, и здесь же перечисляется. Это такие выражения, как хаши эйл, матня установ, ниргалаш, шмотки поноса и другие. Это выражение имеет древние корни и возникли в период прихода ордынских семитских народов. Пришлые народы были приняты как гости, ингуши, хаши, и образовали свои аулы. Аул, корнем которых, ну, короче, там дальше еще хуже какие-то, я не знаю, прямо какая-то колоноскопия, извините за выражение. Тут, короче, вот так вот. Здесь Баркинхоеву огромная благодарность, он вообще нас не касается.
Башлам, хочвах дол хаттар жуап целоа. Башлам, хочвах дол хаттар жуап целоа. Лодер хаттар муцаров. Дерлой. Я просто ждал ваших вопросов, вы вопросы не задали. И я перешел уже зачитывать вам про тейп Чермой. Знает что-нибудь? Говорят, истоки этого тейпа на Теречного района. Сейчас большинство проживают в Вединском районе. Это неправда, муслим. Чермой с Натеречного района никак не могут быть. В Натеречный район они спустились в Ведино. И исконно проживали. Конечно, знаю, кто такие Чермой. Чермой – это чисто исконный чеченский тейп, вне всякого сомнения, близко родственный и считается производным от Харачой. Они как произошли от Харачой по ДНК, и вместе считается Харачой, Эльстанчхуай, Чермой, Чунгруай. Вот это все считается, что не в обиду будет сказано, конечно, что считается, относятся все они к Харачевцу. Вот. Название Чермой тейп 14 или 15 века от имени Черм. Вот от его имени пошло название Чермой. Это то, что мы знаем. Никакие они не пришли. Терек их спустили тоже, как и остальных чеченцев, как и Зандхуа и остальных. Мирные чеченцы назвали, потому что вечно воевали. Бено-юрт, Эль-юрт, Ломаз-юрт. Все эти селения из горной части переселили туда. Так что они никаким образом не могли теркисти появиться. Нету не горных тейпов в Чечне. Нет. Своя гора, своя башня, Чермой, достойные сыны ночи народа. Как и Эльстанчхой, как и Чунгруай, как и, конечно же, все остальные Харачой. Так, в районе Мавкиты какие-то сказки рассказывают, что якобы они пришли, что имам Шамиль там отобрал у кого и так далее. Башлам, как ты относишься? ОАЭ я отметил. Хадица это была Худубах Тимурс. Худу идущик. Так, про тейп Чермой я рассказал. Дальше вопрос. Башлам, хочу хатта жуап луш цело, алло. Маргал ляхлят. Жуап луш уксуас. Алло, мы дружественные тейпы. Хума дацаль имбах муслим. Не понял. Ассалам алейкум. Зилой тейп есть у нас. У нас зилой тейп есть. Но он... Про это я ничего не могу рассказать. У меня нету про него истории. Он близок к андейцам. Я только такие... У меня нету про него никакой информации, по крайней мере. У нас есть и в Чечне есть зилой тейп, я слышал. Они вроде бы относятся, но это то ли ответвление от какого-то нашего тейпа. Были такие разговоры. Но информация более подробная, я до них еще не дошел. Я обязательно информацию найду и опубликую. Про тейпы я мало рассказываю. Если я уже публиковал, я тогда про эти тейпы рассказываю. Про Чермой я опубликовал, поэтому я рассказал. Про Зилой я еще не публиковал. И многие другие тоже. Башлам, вкратце расскажи про тейп Дышни. Что можно рассказать про тейп Дышни? Большущий тейп с хорошим экономическим ресурсом в свое время. Разделяется на две части. И Тумкалинские Дышни. Вообще-то на три, я бы сказал. Это и Тумкалинские Дышни. Это их код, генетический код, то есть корень. Откуда они произошли. Гора, село, все в Тумкалинском районе. Потом переселение. Часть из них переселилась в Веденский район, но говорят, по крайней мере, из-за кровной мести. И часть переселилась и основала селение Дуиси в Панкийском ущелье, в Ахметовском районе. Вот так на три части разделились Дышни, если говорить так. Да? Поэтому Дышни, немножко с Дышни получается так. По сути, по документам, Дышни не входит ни в один тухом. По идее, тухом, они вне определенной границы. Но это и так, и не так. Поясню почему. Тейп Дышни, который проживает в Веденском районе, он входит в Тухум Нохчмаххуай. То есть он участвует и в социальной жизни Веденского района, участвовал и в военных действиях, то есть нохчмаххоевцами остальными. Поэтому они и входят в Тухум нохчмаххоевцев часть, и не входят одновременно. Вот так как-то получается. Ну и само собой панкийские дуиси, вы уже основали селение, одно из самых главных селений Дуи.
Дуиси основал Дышнеец. Переселение их в начале 19 века, 1802-806 год. Вот, ищ ситуация. Вот сега. Дуиси и Джопола, два основателя Панкийского ущелья, так сказать. Кто первый переселился. У меня зависло, прошел или нет мой вопрос про название Кабардатлы. Слушай, что за Кабардатлы? Так, дальше смотрим. Опять началось про тейпы спрашивать. Я не буду про тейпы вам сейчас уже отвечать. Вы уже, Башлам, вкратце расскажи про Дышни, рассказал. К огромному моему сожалению, в молодости очень халатно отнесся к истории нашей нации. Но сейчас, в свои 30 лет, хотелось бы изучить историю Чечни. Какие источники можешь посоветовать? О, источников очень много. Для начала возьми книгу Лечи Ильясова «Тени вечности». Но у тебя должны быть деньги. Или собирай деньги, по крайней мере. Потом обязательно купи книгу Хасана Бакаева, которая является одной из самых великолепных произведений, которая называется «Чеченские этнонимы в древности». Если у тебя, ну, опять же говорю, самое из них дешевое, это, то есть доступны по финансам, это Хасана Бакаева книга, она стоила 1000 рублей. «Тени вечности» стоила 6 или 7 тысяч. Великолепная книга, которую я сам не могу, к сожалению, достать или купить. Это книга Ильяса Сигаури. Она стоит от 20 до 25 тысяч. Но остальная специфическая литература, я думаю, что тебе она не столько нужна. Здесь есть основы. В «Тени вечности» есть башни. Конечно же, есть великолепная книга, вот мне ее тоже подарили. Называется это «Эпос». Чеченский эпос называется, «Чеченских гор». Такая книга есть. Джамирзаев Саламу тебе не нужно. Я обязательно чеченские этнонимы с Амада Сулейманова купи. Если тебе про оружие нравится, это братья Асхабовы. Если ты по моей теме любишь там, допустим, гонять, узнавать, кто там наговаривал на чеченцев, это «В поисках национальной идентичности» хорошая книга. Вот. Гапурова Шахруди, 2 тома во времена Ермоловского периода, тоже хорошие. Но я не знаю просто, что ты хочешь изучать. Именно по тейпам это Сайпудин Натаев, возьми его, там, по крайней мере, последняя информация. Я не говорю хорошая или плохая, я тебе говорю более свежая. Что еще я могу тебе порекомендовать? Ну, книги, великолепные книги архивного управления Чеченской Республики, они просто зажигают. Самые лучшие книги у архивного управления Чеченской Республики, такие мощные. Там полностью все из документов, очень богатое оформление, очень богатая бумага, очень такие монографии, очень толстые, не скажу, что монографии, великолепные произведения, так что архивное управление Чеченской Республики рулит. Реально им огромный респект. Я думал, что они, честно скажу, нифига не делают, но когда я увидел, ко мне начали доходить книги, причем некоторые бесплатно, в других местах, когда покупал, они-то их бесплатно раздавали. А вот тот, кто их продавал уже потом на рынке, я это не могу сказать. Вот, книги это просто, они очень хорошие книги, но ты должен изучать историю, заниматься исследовательской работой, как в данной ситуации там Чеченская автономная область, город Грозный, вообще хорошая книга, история Чечни, очень хорошая книга. Я просто должен знать, на что у тебя направление. Допустим, если ты по кистинцам, ты в Панкийском ущелье, книга Маргашвили, великолепная книга Маргашвили и Алироева, она хорошая. Если ты по древней истории, Салман Джамирзаев, хорошая. Если по Ингушетии, тоже есть рекомендация. Вот, да, кстати, как раз про книги расспрашивают. Мы достали великолепное произведение Ибрагима Ибраим Джабирова. Вот такая книга. Здесь полностью, как Зелимхана Харачоевского убили, как его подставили, кто его подставил, сколько заплатил, где, как, все написано. Благо, эта книга полностью ставит крест на работе Мамакаева и еще некоторых горе-ученых, которые утверждали, что Зелимхана Гашмурзукаева, точнее Харачоевского, что его якобы чеченцы предали. Чеченцы его не предавали, а убили и предали кто
написано в данной книге. Приобретите, узнаете. Вот, Башлам, расскажи про тейп Дыш не рассказал. Книги. Потом еще порекомендую, если ты купишь. Ну, знай, книги это дорогое удовольствие. Башлам, расскажи про эхке тейп. Ты имеешь в виду лам эхке или акинский тухум? Это разные вещи. Эхке тейп я уже описывал. Это в основном потомки Акмирза и Воккола. Исконно чеченский большой тейп, который не входит в состав тухумов, находится в юго-западной части нашей родины, в горной части. Огромное количество осталось жилых башенных комплексов, очень воинственный, очень мужественный. Всегда были, есть и остаются частью чеченского народа. Географически они расположены больше в западной части нашей родины. Валар, Даут-Мартан, Урус-Мартан, Заканьюрт, Шамиюрт, ну, в этой области, в любом случае, что было понятно, западной части. Вот, что можно рассказать об Эхке? Да много чего можно о них рассказать. Я, в принципе, поконкретнее, что гаплогруппа в основе своей L3, много преданий. Часть Уарстхуай записано, что произошли именно от Эхки, основатели многих западных селений. Сейчас называть я не буду, потому что Бамут тоже входит, кстати, где Эхка живут. Их с нами оспаривают очень сильно наши норнийцы. Оспаривают не потому, что любят Эхкой. Исторически Эхка всегда воевали против них. Это старейшина Хашигульгов рассказал об этом, что и башни были построены против, именно их бойницы были построены против акинцев. А акинцы нападали, говорили, что нападали на них, воевали, убивали, то есть такая вот история непростая. Хотя воевали-то все, честно сказать, в этот период нашей средневековья. Сильный тейп, если у тебя хорошее потомство, если у тебя много братьев и так далее, то и само собой пытались, так сказать, и завоевывать, пытались более сильным быть. Это было и среди Мелха, это было и среди Уарства, это было и среди Ахи, и среди Тирвы это было. Вот так вот. Что можно еще об акинцах рассказать? Огромные башенные комплексы были, очень многие разрушены. Я не хочу говорить сейчас по чьей указке и кто наводил на эти башенные комплексы, но когда я был в ламакинских, так сказать, Лам-Ахкой, Махкасу, Олшхайна, старейшины рассказали, через какое ущелье привели к ним царские войска, и они за сопротивление жестко подавляли, уничтожали Акинские башни. Одним из первых руководителей Чечено-Ингушетии был Гейрбеков Муслим, достойный сын Нохчи народа, красавчик, акинец. Много Эхки можно назвать. Тот же Бетербиев Артур, он относится и к Тухуму акинскому, но все-таки он тоже Эхки чистокровный. Тоже L3. Ну, если я сейчас буду много рассказывать, многие подумают, что все Эхкеву. Потому что я слишком много знаю и про Эхке, и про остальных. Поэтому давайте без тейпов, а то время уходит. У меня... Ты говорил, что знаешь, что означает атаги. Да, знаю. Скажи, не скажу. Пешхвай. В свое время узнаете. Пешхвай. Что Пешхвай? Пешхвай. Ледяная стена, исконно чеченский большой тейп. Огромный, я не скажу, что маленький, большой тейп. Великолепные воины. Чистокровные, так сказать. То есть сложно сказать что-то плохое. Так, а Пешхвай, сколько я знаю, J2 в основном. Вроде бы J1 тоже у них есть. А есть их аналоги, собратья, которые остались на грузинской стороне. И многие их приписывают и называют пшавами. Пшихвай пшавами. Вот.
чистокровные Нохчи, большой тейп, находится на юго-западной стороне нашей родины, в Ношхе, в Галанчевском районе. Количество пешеходцев, если я не ошибаюсь, приблизительно, по последним данным, их было где-то 90 тысяч. Не знаю сейчас сколько. Но официальная цифра была такая. Сколько их сейчас, не знаю. У меня зависло, пришел или нет мой вопрос про название Кабардатлы в Кинхи. Увидеть в интернете стало интересно, что сподвигло на это. Не знаю, Кабардатла это не чеченский тейп. Я такого тейпа не слышал. Не про наши тейпы, я не знаю. Башлам, у каких-нибудь тейпов еще есть предание, что они от мелхинцев происходят? Не знаешь, я слышал только, что среди тейпов Орстхуа есть потомки мелхинцев. Нет, как раз таки от Орстхуа, что есть среди них, я не слышал. А вот Гухуай, вот среди Гухуай есть от Мелхи, слышал я. Среди Орстхуа не слышал. Хотя все может быть. Да мне без разницы, честно. Мелхи санок чебу. Сен дуагдош, яхьош, дюнадош, буашум шу мелхи. Орстхуа ищи буашум шу. Так, кидадол ногчи тейп нишабер, сен ногчи херсун, сей тейп нишалец, дийца муэрду. Если это не кабу мелхи, ахир чуду. Еще сабу, шабер санок чебу. Вот главное, что мне никто не скажет, что ласкошню кабу мелхи. Я там, гиришу кабу мелхи. Я кьечаню. Вот это мне не надо. А и Аллах, конечно, я буду ревностно бороться за свой ногчи тейп и тухум. А так, ойчаню, ахакер эсал хылых сумбидас, ногчи канцаду, ногчи муакцабу. Мелхит никогда в жизни за всю историю не отсоединялись, не уходили. Там был небольшой местечковый сепаратизм, когда в 92 году там некоторые, опять же, не с Чечни, а вот с наших соседних регионов попытались записать национальность в паспорте, но это не прокатило, и, само собой, эту ерунду уже пресекли, это самая большая дурость. Башлам, численность Хакко сколько? Численность Хакко очень хорошая. Насколько я знаю, в последнее время было 40 или 50 тысяч. А это выше среднего тейпа. Потому что если вы думаете, что все тейпы такие же, это вы сильно ошибаетесь. Есть тейпы, которые 2000, 3000. Называть я не буду их, конечно, пока до них очередь сама не найдет. Поэтому Хакко 40-50 тысяч считается. Ну, по крайней мере, то, что я читал, это года 2 тому назад было столько. Там прирост бывает не сильно, потому что вы думаете, о, Хакко, там Хакко, Хакко санен хвабу. Но была мобилиция, юпер. Асайнан عايز ورش واسطة بمنبخ сюда буш. Sa Monis Larson, Pantoi sa Gergerbu, Nenao. Warandoi sa Nenao Gergerbu. Hakkoi sa Nenao Gergerbu. Ну, что я шабиш почти что sa Gergani службу. Канихлой sa Nenao Gergerbu. Еще в любом случае, так, Шичуай, Галай sa Шичуайбу, Гендергной sa Шичуайбу, Беной sa Шичуайбу, Цуан Трой, Белх Туай, sa Несри Шичуайбу, Чертуайбу. То есть, короче, это... Я думаю, это вам не интересно, но я всех их знаю, короче. Бачхой из-за уха, это вроде Мелхи. Я не могу сказать, что они Мелхи. Все, кто из Ауха, это Эхкой Тухуму относятся. Мелхи находится где Мелхи. А так, Мелхи, конечно, вплоть до Каспийского моря были хутора. Так, Ломан. Ассаламу алейкум. Ломан Реган Юб Бау. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. Аллах резхил, брат. Да, салахил. Башлам. Сираждин Маву от Грузия Хилчуха Ляцендуич Генехон Цагина. Я еще нет, я в эфир зашел. Башлам, ты знаешь про башню городища хазарского периода в селе Раджалка, Новокуле из-за уха? Слышал? Не знаю.
Ирисхан, что, мадите хумш, лички что, директ что, дистрадуя, а умш дица ха, сюлишен хала, цара, старая книга или новая? Казбек 009. Казбек, брат, ты обещал, Кен. Как минимум ты мне 3 книги обещал и пропал. Ты про какую говоришь, новая или старая книга? Я не понял. Солнцама дицалон. Тем более, дициндалом дуй, совершенно дициндалом. А свекин шуру бях бях и пропал ты. Так. Дальше. ДРС Хелом по одной книге в месяц покупать будут не проблема. Единственная одна просьба. Сделай, пожалуйста, публикацию с подборкой данной литературы. Не успел записать. Но это видео будет у меня сохранено. Можешь посмотреть в любое время. Его сохранят в Инстаграм, его сохранят в Ютубе. То есть на электронных носителях они будут. Ассаламу алейкум, ваша. Уалейкум ассалам, уарсуайбу хаге. Уарсуайбу, сачишу уарсуай. Царулт и мажин. Хайзва, чеберло уарсуай, вися. Ай, хайса, куй глазина бош, вечно сбелхи кэши, куй глазина бош. Инс кануэл, же бершло, штагу ас, ай, куй ктаде лио бош, инс хайду, шубуса чеберло. Беру чистейший уарсуаса шишухон. И царулт и мажин, ша, джоухар элце ёш. Яркисти. Чек райбу гергел, что если гергел он здесь был, а садук тайп не слушал здесь. А здесь он? Бесла, следуя херес, следующий сад, а еще? Доцлич, как обычно, тех деттерду, модец. Андерсу. وين عيدلن تعال غيرش ميحكدين تعال غيرش دقة ويتصحى. А причем это да и... Dos tысяч. Hochschau дицум дать, dos тысяч. Какие мюки дать. Тилду, это خلوا симпозиум أحسن. سجح. Телеграм дицум дудуй? Ну, телеграм же дицум дать. Вообще, кстати, сундук это dos тысяч. Короче, понял. dos тысяч. شو عادية السيمبوزيوم прям تجاه شيء نوخشي كلابو تاقا it's تارينيو دكلادن يدكلاديش غوديش نوخشي كلابو عادية شيء نوخشي وربو تجاه يس نوخشي كلا يز هنوخشي بومسا يس это он, наверное, говорит, потому что суюк ахта нохти цахлабо дер бошкер дуцуй. Dela so sakite kudu hayon it satayme истории el don ахча о сац этилан саукцер اشنا مليون 50 مليون دولار لاشه شاگي انگورسكي истории айлури бош дуч хазиан са айло саукцер Сага уматсон это вахо да эмсас касчуч Тази вот су олқишен данахтаятан чани ши хо нохчу чура данахтаятан шем невидимый инах муж будет интерактер пошла да да суд я это делали я это сон говоришь да я это сошёл сон я это давно это было быть но и то Уэдиш скотчевал поддержать я шла олвала аксагу аксагу Фамилия Саяка, Шворса Тимур, я яхки. Сун, что зияетин, что скул зияетин, но еще цуньяет чхенец, эксагион, шпимо, ног чуть-чуть яетин бошел, чего сиях хостеряется, ты сажил. Поддержка. Да. Вообще ног чего, это то. Сун тупой от массы, да, агин, да, сун. Короче, حدا يسرح تام بوري بوش وصان سقو تلوان تاخذون چون قامل داشته записано قامل داشته записано على چوره زوج بعضی چهار دو تویز короче so option so دوشته کدر شا سيمبوزيوم يرد ساغرام دوه كود سوالله شا حلقه دينا دين دو قامل شنتيحه وشه تعملت يغير وشوات شا поэтому я غلغه бош قامل дирцу То есть он сказал то, что цо венинил оскорбление, цо симпозиум, яри
То есть и муссуцу далилуш был не бахт, и шахета далилуш был бохцу, تعمل يغير وشوات بوقتو وين يغبطنش بوقتو باش يوقتون главный та, или общий смысл يوقتون, короче. Постулат. Ну, что ж, по крайней мере, у меня осталась Марьям Бежиташвили, Марьям Яндиева, Ярослав Полипчук, Кстати, Евгений Романов. Так России президентом Путин سيد نوغلصع يا كبير في كويتشكا يبيع وغي تنبوش حال صنفين تعتمر تاع грузинский журналист ну и богадается и питча бори и штхла дается из это политические игры что Грузия айдо сухайна алило что именно эта ситуация того бахандолша غلغая Грузия чубич баатер бог султыгос شوية ويدوي ياكب نوخش Грузия баланс авиغيرتنا شينا جورجنا يو ايو لغمة تجا يوغنير بوقتو اخ شا Грузия حق سيمبوزيوم حيال ну خالص и культурный шабаш حيالر قياك حيالر типа يوغمة تجا نسوش قلنا нербо ингушский культурный центр это то есть опять-таки Вейдух бяхки, короче, оказывается, я грузит собаки, да, типа, ну, границы. То есть он создал культурный центр для того, чтобы восстановить взаимоотношения между Грузией и Ингушетией, которые якобы были нарушены из-за того, что якобы какого-то киллера отправили с Чеченской республики, опять же, все якобы. И у них да, пускай тогда он скажет своим всем остальным, пускай настанет лето, и опять попытается во время, когда туристы будут приезжать, заехать в Грузию. Тогда кого он обжалует? Там очень много, хорошо, а при чем тут дагестанцы, а при чем тут ингуши? Ладно, чеченцы сделали баха и так далее и тому подобное. После этого ситуации Мирабан Чухуацане, Уахоуш, ресторан Чубауш, Нохчи делегации, Дайран, выступали, сделали конференции, и все это было. Болтает он, болтун он. Вот что он делает. Отмазки и не более, конечно. Никто не виноват в их проблемах между ними и грузинами. Я не видел ни в одном из этих докладов, где было бы написано, что мы пытаемся восстановить или возродить взаимоотношения между Грузинской республикой, независимой Грузинской республикой и субъектом Российской Федерации, Республикой Ингушетия. Нет ни одного доклада там такого. Там есть полное оскорбление России в этом же докладе, инициатором которым является он лично. Если он это говорит, то ролик Керсунцунгин, я не виноват, я вообще только культурный дом Бяйцо, Инс, видать, кто-то ему сказал, что тебя там закинули, кто-то закинул в интернет, теперь начал заднюю включать и говорит, нет, это я сделал, там были два чеченца, назови фамилию, пускай страна знает своих героев. Если им помогали в этом докладе, допустим, в этом докладе нету ни одного слова с точки зрения политического непосредственно, то есть задеть там главу республики Чечни или руководство Чечни, нет. Там идет оскорбление чистым образом, речь идет, пытаются, они оскорбляют с одной стороны и ичкерийцев, и с другой стороны оскорбляют и чеченцев, тех, кто дома, называя их там, деля политическими и разными терминами. Еще бекшбац. قي إراك لورق أساق وشرح شو زقوزة حقيقي إراك لكردا وأوش جورجي وقصة Да, тот, который просил с Псидаха и из Панкийского ущелья всех чеченцев выгнать и прогнать. И вот это Панкийское этих свиней чеченцев. إيش ما ورا это Панкисия нам еще аукнется этих свиней чеченов бош, а надо шукать. Это брат и друг Сираджи Султыгова, который обнимался и фотографии делал с ними? Да, есть такое.
Heinz es видео я цього бога, ще не вірю, що Бог, но типа українці цад гегерло дол швац, и что дикстагу из эдаду и Бог, что цаницу из. А, кстати, Алдистелиус... Ну да, конечно, если он говорит что-то плохое про чеченцев, он всегда будет, конечно. Да, истинно, да. Чеченские свиньи, Бог, он будет их другом. Я Я неделю назад был в Грузии, баб, там только с Дагестана не пустили. В войнах всех пропустили, и там отношение к нам было на высшем уровне вежриба. Рамзан дышни. Рамзан, я не отрицаю, здесь не Рамзан. Там речь идет о том, он говорит, раньше не запустили, говорит, из-за того, что якобы чеченцы кого-то там хотели убить. Башлам, дается выбор, спасти утопающего Зураба Гаджиева или Руслана Бузуртанова. Я бы позволил обоим утонуть. Нет милосердия. Я спасать никого не буду. Из этих двоих точно не буду. Короче, Вейга, ингушский культурный центр на самогатый бор, у его шо сереждин сумасу прыгал. Сега Мариам бежит и шуду борщ и болдаш. Хороший. Да я не переживаю. Мне глубоко наплевать и кое-что еще другое. Вообще, мне это не интересно даже. Да, не интересно. Я не говорю про культурный дом, мне наплевать на него. Мне интересует только то, что они непосредственно говорят о чеченцах и о Чечне. Не являясь сами представителем, он же говорит, на генетическом уровне. Владимир Владимирович, мы не один народ на генетическом уровне был. Да, он с Путиным, Башла. Я бы, пользуясь случаем, пользуясь твоим эфиром, Эрдуху, я хотел бы дать советы, о чем не есть, дать, короче, намеки, были такие голосовые, точнее, они есть у меня, где тот же Ираклий Кардауа, которого он сегодня защитил, да, который говорил то, что панкистцев там надо резать, там, чачанов, бошка, надо иногда, как этот Ираклий Кардауа и ее жена с ником Нана, которая обитает в Телеграме, где везде, да, она где они просят у своих подписчиков, которые там, отдельная группа яйца в Телеграме, записывать все номера машин чеченских, которые заезжают в Ингушетию, узнавать, какие бизнесы имеют чеченцы, проживающие в Ингушетии. То есть, достаточно нохчалецна аналитика. Я думаю, модердить, что аналитика лае, информация лае, она нам в будущем понадобится больше, суаха голосовой записью. Это раз. Во-вторых, помните ситуацию с Уэлберисом? Да. Да, Гештуэл Белчан, Лазинчан, да, маршал Дуэла и Утака Алевой. И ситуация очень ахшон, догадываться до отца, он санохчие тыканчу герстюгер. Топтер. Да. Просто я хочу вот тем из нервницев, которые сейчас будут смотреть этот эфир, намекнуть, или там прямо сказать, неважно, да. И герз хамту хейра, и то хамханг эллира, чья была эта затея, идея, еще адеги хаштушон. Ноги растут опять-таки из этих симпозиумов, из этих всяких групп, да и даже могу доказать, а проблема в чем дальше, просто дело времени. Мы тут сидим и смотрим, что тенгдует, а что-то это, что-то это. Удобный момент информации, что говорил еще. И прошу, точнее, Милуара, в кистете. Братан, не расслабляйся, держи себя в тонусе, хай посты шязи, хай писюлюк шязи, шадеги, ди ингушхер тоже, не расслабляйся, хай боби, ага, вы шин хацеха, что вы нам оказываете услугу, да, модердейч, да, вы даже сами этого не осознаете, да, и что варианты. Кица ама эдерас. Дела обошла. Войши ком нохчо уйши, да третно что войши. Нохчи дуква куча. Ну, по крайней мере. Просто прическа резваться, а дела, он инзи воша.
Hazlah. Deyla, прическа, дuysun, ha mahar sabun. سؤال ديش فوت عن سهل مش طيب. Digdu, sami dos, wallahi, supposto injuri, adno uso, başla. Injuri mu sobor doš nahdovoj. Dira oranura, as bochplug, mille sobor doš nahdovoj, in sin, se mu je, başla, da audio zrajon. Ой, И то собор дольше. Собор дать можешь, ну, كي صوبر دي دوش صوبر دوي вот سويك حدين دول أمين вот انت صوبر دوي با и صوبر дать كي صوبر دي баса еще подождать чтобы было понятно насчет Иракля Кардава. Речь идет, когда говорится о Панкисе. У нас была ситуация в 2019 году, когда в Панкисском ущелье произошли недопонимания с правительством. В этот момент некоторые так называемые наши соседи нарнийского происхождения, совместно с этим Ираклем везде писали комментарии и говорили, что вот чеченцы хотят отсоединить Панкийское ущелье и присоединить его к Чеченской республике. Они у нас землю тоже забрали, и следующее будет Грузия больше. Вот такую туфту и ерунду они просовывали. В один момент они когда изначально не знали, как поступят панкийские чеченцы, ногчи, начали закидывать записи и говорить, давите этих чечанов и так далее и тому подобное. Потом все изменилось кардинально, само собой, мы были на стороне своих братьев, части своего народа из Панкийского ущелья. Потом ситуация изменилась. Панкийцы показали и оскалили волчьи клыки, и показали, что они позволят себя обманывать. И договорились с властью, мирно, так сказать, мирно договорились. И когда начали панкийские кистинцы выигрывать, и с ними власти начали демократическим образом договариваться, тут проснулось братство, которое буквально за день до этого они просили громить, убивать чеченцев и выгонять из Грузии. Вот в этот момент этот же Ираклий предлагал делать это. И, само собой, вы знаете, на протяжении последних, как минимум, 400 лет в Дюэла-Кюрт-Оршеп, Псидахе проживает некогда большое цветущее село. Псидах был Псидахский район. Вот, проживает, это сегодня часть республики Ингушетии. И вот этот человек призывал, чтобы оттуда вот чеченцев убивали, вырезали и выгоняли из Панкийского ущелья. И те, и другие чеченцы. Вот об этом человеке идет речь. Ладно, если бы это он, то понятное дело, он грузин там, наверное, грузин, по крайней мере, фамилия такая. Можно было бы сказать, какое он отношение имеет там и так далее и тому подобное. Но этот человек буквально недавно, когда был симпозиум, проходил он в Грузии, рядом с флагами Ингушетии и Грузии, обнимался с Сереждином Султыговым и со всеми, по-видимому, по информации, которая есть в свободном доступе, обнимался с ними, вместе зависал. И это, конечно же, автоматически объединило этих людей в один круг, чеченофобов, которые выступают на этом симпозиуме, и человек, который, как вы знаете, слышали, и он и его жена предлагали вот такое делать с панкийскими чеченцами и с псидахскими чеченцами. Цундера. Масарна хил. Аух берзла держаться дияш, иншалла рахман. Декинг хил душу. Положение мою гаян башла. Орден вахижун, со пецакой воша. Канал шлилош беш нушпуха, татиадоли что-то. Запрещено Марию штат из открытых источников, включаем Шерлока Холмса. Почти что все админы этих недружелюбных каналов, так скажем, они являются то ли ППСниками, то ли сотрудниками каких-то там органов, да, и вроде бы человек, как он может, мы думаем, да, человек имеет там свою какую-то должность. Например, один из них судья. Валлахи, судья, который просто создал канал, сидит там и оскорбляет в открытую чеченский народ.
Ну, я знал одного нейрохирурга, допустим. Он на протяжении долгого времени, он известный в Малгобеке, нейрохирург. Он всегда отличался своей ненавистью к чеченцам, презрением. У нас были с ним и на Фейсбуке терки были, и так мы с ним на различных площадках пересекали. Он нейрохирург. Хирамбар ногчи нейрохирург. Вахахейн. Просто вой истории гладуаха, вой тейпниш гладуаха, вой пейдиандек гладуаха, аж даже вахейн ладухар мадается отцу. Да, цер бала хочер база. Поддержать, наверное, вообще дюйцердать. И мало того, сейчас я объясняю, отвечаю Танзиле Чабиевой про ее сказки, про все остальное за ее выступление. Все отписываюсь. Закрытая аватарка, я ее знать не знаю. Кто она, не знаю. Сколько она была подписана на меня, не знаю. И была ли она на меня подписана, не знаю. Я отписываюсь. Что хотел сказать? Скатертью дорожка. Я никого не держу. Здесь ногчи. Здесь у кого ногчи кровь, ногчи история. Это Панкейси, это Аух, это Ногчичу, это Урдомах, это Хункермах и вся Европа, включая вотчина Дональда Трампа. Нас слушает 100 тысяч из радио Свободы США. И что Да. очень долго. Нас слушает 100 тысяч из радио Свободы. Было хагой, 70-80 человек. Ишь, разлаш, нах буквально, цундера. Не, знаешь, у меня... Я понял, о чем ты говоришь. Я это просто-напросто сейчас, вот, чтобы как бы тебе не ответить, я тебе честно скажу, я не знаю. Конечно, может возникнуть идея, что кто-то из государственного аппарата двигает им, то есть или платит. Не, это уже... Но, когда у меня должно быть подтверждение. Просто я считаю, это люди, которых воспитали последние 30 лет на этой лжи, на этих сказках, на этих рассказах о том, что мы там нечистые, там, они такие, мы красавчики. Но нормальный человек, являясь кандидатом исторических наук, являясь научным исследователем, или как они называются, этнографом Российской Академии Наук, сидит и несет такую байду. Вопрос, говорит, отношение народа, говорит, чем меньше народ, говорит, тем выше его качество. Чем больше народ, тем хуже его качество. Ну, где ты такое слышал? Ты слышал когда-нибудь? Я знаю, допустим, в Якутии есть некоторые народы, в которых 5 человек. Вот 5 их человек, понимаешь? Там 3 женщины, там, нет, 2 женщины, 2 мужчин и 1 ребенок. Их показывали недавно. По National Geographic, кажется. Нет, путешествия по российские есть. И вот у меня возникает вопрос. Вот скажи мне, эти 5 человек, я со всем к ним уважением отношусь, к якутам, и ко всем остальным отношусь хорошо. Но каким образом их малое количество, это является показателем, что они лучше, допустим, того же Ногчи народа, или адыгского народа, или лезгинского народа. Чем они лучше? Из-за того, что их меньше. Но большей тупости я просто не слышал. Потом она хвастается тем и говорит, что мы своему главе любое говорим. И этот начинает подакивать. По 2018 год. То, что где-то Евкуров шел, они издалека бросили бутылку в его сторону. Или выкрикивали. Это в толпе кричать, ты знаешь, это как горох об стенку. Он приглашает тебя на встречу, пригласил вас. Иди сядь напротив него. В лицо, глаза в глаза. И скажи ему тогда все оскорбления, которые ты сейчас, зная, что он не слышит, не смотрит тебя, наносит. Сам разделился. Вот он сейчас является замминистром обороны Российской Федерации. Если он это видео увидит, скажет, потом начнут говорить, вот вы донесли. Нет, не мы донесли, вы за своим языком, как говорится, не следите. Тут я устал, видео, чтобы ты знал Баркцу, я всегда своим людям смотрю в глаза Баркцу. Смотрю. Да, ну, конечно. В этом, конечно, ладно, не будем, оставим.
Наверное, это его крылатое выражение. Да, Ситуация. а, Где больше? была эта толпа, когда на Фортанге их ждали? Когда на Мартанке их ждали? На Мартанке, когда их ждали, толпы не было. Потому что там было четко указано. Тот, кто перейдет ее, Хочу ну обойрать. ладно, да. Дальше я трактовать я не буду, и так далее, и тому Не, подобное. смотри, даже худуцига, Эцел, даже когда говорили то, что хочу обойрать, или болчайна, массома я помял, что это же говорилось именно о провокаторах, о нордийцах, которые нас Да. ослабляют. Это Да. Амада, это даже дают стейк. Это Voilà, именно те люди, Питер Лилушан, ну да, ну вот именно Церл Аслер. Мы же до сих пор даже используем слово норниец, он всячески обходить и тем ашмада его инзи, когда у нас у себя дома боятся сказать что-то про президента. Казбек, у нас президента давно нету. Ой, как давно нету президента. Да, и в принципе никто не боится, чего бояться. Если ты ничего противозаконного не делаешь, ему и до тебя дело, как говорится. Ну, ты житель этого государства, и да ладно. И больше, как говорится. Бэшла, вот как ты думаешь, к чему хотят прийти эти норницы? Конечная цель, основа какая? Дестабилизация, политические позиции, признание на фоне того, что один из самых смелых народов в России, который имел наглость сопротивляться целой империи, и вот мы, видите, я не знаю, если не комплекс неполноценности как-то оправдать, я не могу сказать. У меня все варианты исчерпались, честно сказать. Да. Почему? Потому что на самом деле у Мадир Дац все заканчивается вот этой болтологией, но мне не то, что они болтают, мешают, мне плохо то, что вот как ты говоришь сейчас, эти ребята, которым по 20, по 30 лет, которых воспитывают обманным образом во лжи, они реально думают, что мы не один народ и никогда им не были, что мы им враги, братья им на самом деле грузины. Теперь Танзила Чабиева начала подкатывать и к адыгам, черкесам подкатывает, признается им там, они такие красавчики и так далее и тому подобное. Хотя адыги на это не поведутся. Есть видеозаписи, которых все прекрасно видели и знают. Но даже если поведутся, мне это без разницы, честно сказать. Благо, пускай настраивают с кем хотят, как хотят отношения. Но не за счет нашего народа. Вот и все. Не, просто каждый год, вообще, который проходит, да, каждый день, эти халпы, что чора, подрастающее поколение, они же видят все это, если даже директор многопрофильного или там многопрофессионального какого-то колледжа пишет то, что ногчи... Я скажу, все в основном подписчики начали мне говорить об одном, что это заказное противостояние, типа что кто-то за ними стоит и кто-то ими управляет. Я, честно сказать, не сильно... Вот та теория, которую там многие говорят, то, что он специально дона бертахт сахалит, якобы вейваберт сахалит, там, из-за похорон Юсупа. Поэтому тоже я не верю, нет. И это байки. Мадардич, из-за байк, любая дестабилизация на Кавказе, она в первую очередь невыгодна самой власти, то и выгодно дать, Мадардич. И Москва надать, Скайча надать. Эти теории, которые из-за Багдада, тут сон хылхи, куда и сон, но удовольствие, куда ты представь, халку Орду, вот есть подрастающее поколение, и их Мадардич будут учить нас ненавидеть, это. Реально их уже учат по аясам. Не будут учить, их уже учат. Да, уже учат то, что якобы чеченцы Шугарлах Тахкан
ног шой горлахте, канхари вожи бокшдона. И это все как-то это инзер yok проблемы. Пошла, ну дальше. Тянь телефон tu хас. У меня был такой момент. Один Чингачгук написал комментарий, где оскорбил меня, тебя, там твое название исковерковал, Галдалек Дюйч. Он писал это... совершенно логия здесь. Хитерсу, а хайгезу, и что я змеиня, аллой тейпану. Я с таким не общался. Я, знаешь, каждый раз, когда я с этими людьми связываюсь, для меня это как научный эксперимент, или как, знаешь, как к пациенту я обращаюсь и изучаю этого человека. Короче, я узнаю его телефонный номер, пишу в WhatsApp, брат, связывал, ищу я, канал, да ищу его еще. Он говорит, юца проблемы, я ему звоню, говорю, брат, Мухаммад, Мухаммад, ты сам работаешь в правоохранительных органах, ба? Да нет, он с миллион раз майлацу, какой правоохранительный орган? Вот, это я вас. Я с телефона, хотя Мухаммад, что комментарий я занятия, босс. Он такой в панике, он не знает, как я ему позвонил, он сам живет в Татарстане, на Ост. А социум говорит, да, кто хаяц, а социум телефон, я чисто хули по душам поговорить, улицу, короче, что я занят, я. Асбош, дела, брат. Мухаммад, я дохер, ватс, элерцу, милуя, шабду, бак, уша, элерцу, шецеца, ош, да, али, юхон признался, да, Мухаммад, уша, асбо, я знаю, брат, босс. У вас же там был пост, قاعدة туда-сюда, ингуши, это я зенира, что делали я зенира, асбо, хагайта, аютчо, пост, говорит, я сам босс. Он показывает, там, этот пост, это ответ Качабиевой. Даже и Чабиева, я тебя оскорбляет, я что это вообще просто я зена ингуши. То есть, хагайт, он да, ничего нету такого, что придраться. Асбо, он сгон, канал я зенега адуич тельца университет он сигаса разница yok mu siga bu stela brat это şu Instagram аккаунт şu başlam yazıyor çekin on bu собордин вас хагайтан başlam пост я yazıyor. Он короче влияние постом улицу, но и тут сега шесть посты щеры я не записываю все, но и такие посты были бог ждут. Ола, мы душин саат я сюда целях. Если лосо знал сцены. В итоге мы пришли к тому, что он наслушался каналов Кистети Вадардич. И там видел несколько его постов о тебе, короче. Исходя из их постов, он написал вот такой комментарий. Это, то есть, это أصبح بوبش ويا صعبوا بوبش واتشا ده لا صعب بو خنص بو حتى خن إرنتش بقى حتى كبيك أو قريق أو قردق عايش ده لا برات بعدك هلا يوم بوكس شيء هون جايز نما تهاجم بو بس ده يا. То есть, так вот, даже те люди, которые, то есть, обычно из комментариев, что ВНБ лишь был наха, это те люди, которые понятия не имеют об истории, понятия не имеют, там, кто прав, кто не прав, это. Даже и нахал басишь, они просто видят какую-то информацию поверхностно, ведь все они сон горе доса, что более яйзются. То есть, ну, сетевой овощи, что было чат, и что лет, до 1000, короче. Так, именно это момент ол саши коллаца ля сөз берт уян ши колга у модердиш, даже хуманы понятия его чбол нах от амеги, это все. Эльбасты. Нужно свои 5 копеек ставить куда-нибудь, ты понимаешь, это все делается. Ну, у людей, которые не работают, у них свободного времени очень много. Можно залезть, навонять, написать, гадости всякие приписать. Вот один чувак там заходит, начинает материться, я ему говорю, я с рабами не разговариваю. Он заходит, я ему опять пишу, я с рабами не разговариваю. Потому что только раб может нести такую ересь, бьем отбить. И начинается вот это обсуждение гениталий матери, отца. Само собой, люди, которые не имеют ни лица, ни имени, ничего, они всегда будут этим заниматься. Я ничего, у меня посты. У меня 14 100 с лишним постов. Покажите хоть один пост, где я оскорбляю народ. Или тейп.
или тукум, или даже конкретно вот целый род. Никогда я этим не занимался. Но лжецов, подлецов, нарнийских утырков я давил и буду давить. И мне без разницы, чеченской они национальности, ингушской, осетинской, дагестанской. Все, кто врет, лжет и клевещет на наш народ, я, конечно же, буду опровергать. Я эту Танзилу знать не знаю, мне до нее дела нету. Не в моем вкусе, им чьется она моря, и у меня чувство, она там пластала, что она замуж. Мне дела нет, но когда мне прислали, и я начал слушать, дело не в качестве, а в количестве, я сразу понял, опять же, я слушаю дальше, она говорит, вот те, которые смешались и так далее, нас, говорит, всего лишь там 500 тысяч, говорит. Но если бы мы с другими бы себя впускали, других и все остальных, нас бы тоже было 1,5 миллиона. Вопрос, супер вопрос. Что, где, когда? Догадайся, какой народ, который живет рядом с Ингушетией, является в количестве 1,5 миллиона. Даже тупой баран поймет, что речь идет о чеченцах. Опять же, камни в эту. Она рассказывает, что у него воруют какие-то культурные наследия. Муняды. Да кто ворует? Зачем? Нам зачем это, допустим? Поэтому я ответил ему. Я вообще не собирался сегодня отвечать, но по симпозиуму я хотел остальных разнести, пух и прах, чтобы убрать, выкинуть это, как говорится. А больше там и говорить нечего. Но когда ты видишь, что они уже начинают посягать на жизнь, как говорится, и имущество братьев, которые проживают в Панкисе, или там Дюэлкюрта, само собой, позим хочер боссера, тем более какой-то вонючка, который, бля, уются ушел, кефтер, шлиршил, умивахина, ночки, что. А вот эти разговоры, чечане, мочане, если сейчас моровят, ушли, ушла, это понятное дело. Кормушка-то одна. Вот и все. Поэтому ответ на свой вопрос ты не услышишь, к сожалению. Да нет, это не загадка. И вопрос не в том, что они супер там какие-то умные для того, чтобы там маскировались. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что эти люди прокляты Всевышним Аллахом, потому что они занимаются стравливанием мусульман против мусульман. Но их имамы заходят ко мне и выносят мне такфир, мне рассказывают про ислам, почему я отвечаю этим слабоумным нарнийцам. Когда я им говорю, не меня нужно останавливать. Останавливайте людей, которые зажигают этот огонь. Нет. Поэтому... So, ورث Telegram чат ша 21 числа доказательства, что Сарион, ты себя увидишь, Башламу тоже привет передай Бог. Салам алейкум. Короче, выше мы зарплату ждать, что чеки от реборша в качестве доказательства. Короче, Сахенза привет сомнение, что он Башламу. В случае чего Асака так, хаятя, что самет хацаятя. Короче, ты знаешь, так скажу. 18, 19, 20 и плюс еще 5. Сколько это? Нет, 8 лет. Пускай мне за 8 лет чеки принесет и покажет и отдаст. Пускай задействует своих, даже есть. Пускай задействует свой ЦП, пускай свой личный ЦП БАС, пускай задействует свой личный ФСБ, НКВД, ЦРУ, АНБ, МОСАД. Уются. Спецслужб, Ми-6, Ми-7, Ми-5. Кого я? КГБ, НКВД я назвал? Ну, короче, всех пускай соберет и пускай покажет мне хоть
чек, хоть что-либо, который дали. Все мои чеки, вот карта, можно сделать распечатку просто-напросто. И люди увидят, что у меня только те вещи, которые мне там прислали, задонатили. И это, опять же говорю, я клянусь Всевышним Аллахом, то, что они отправили Кулумбекашвили, Артему, Бузуртанову и всем, даже этим троим, я клянусь, что им заплатили в 100 раз больше, чем мне. 100 раз, если не в 1000 или не в 1 000 000 раз. Почему? Потому что сундук, что там нога, 500, 200 рублей, 100, 150 рублей, царь учубатым. Иногда царь, о, брат твой, что там, раньше это было еще до пандемии, до этой войны в Украине. Канадер, царь дайтер, в прямом эфире, $100 дайтер мясун. Для того времени это были большие деньги, 7000. Все. Какие зарплаты? Ты о чем говоришь? Это вот мое свободное время. Каждый из этих гаджетов я покупаю, когда мне помогает кто-то. Просто знаешь, когда им обидно? Они не понимают, что можно работать на патриотизме. Они за это бабки получают. Они думают, если мы получаем бабки, и они столько лет против нас воюют, и причем они еще и выигрывают, там 100% такие деньги. Приходи, пускай придут. Я живу в старой советской квартире, советской именно. Этот дом 1900, то ли 78-го, то ли 80-го года. Может быть, старше меня на года 2-3. Лифта в нем нету. Ничего нету. Это старая хрущевка Охма. Да. Я свободный. Те люди, которые видят меня, лишь ты, конечно, вообще, я ни от кого не прячусь, у меня нету никаких пафосных связей. Герзду сюабадыгдич. Герзду куначу ахиладиз. Хоквал хумпарчу айвар штечки намю. Делаю. Хоквал резина вот андельчач. Так что, и ёшу его. Ой, охрана, я сама даст. Там моник даст. Финансовый. Я сразу новость, когда тебе пришлет кто-нибудь вот эту с заработной платой ведомость, передай привет Башламу Бошидж. С какого перепуга должен давать? Ты не мой односельчанин, ты мой не однотреповец, ты со мной не работаешь вместе, ты единственный. Я тебя узнал года 3 тому назад, когда ты пришел в эфир. Самое интересное, я принял тебя, и все. Как и всех других. Чисто из-за их постов. Если? Мне многие это приписывают, говорят, что именно в этом так узнали меня. Нет, حاجة دحر تشوقش паблик что-то азош короче дэш билбел что-то царь канал ты азамен титвин царь вича ишь коренуксуна. Это еще 2000 года. 20-19 был. Что я думаю? Самое это году. Ты появился в 20-м. После пандемии ты появился. Да, самое это году. Финансовая поддержка, башлама, что واخيني или أصير башлам سافر башлам خزرت مشنا أرت студии غيرت إياه هنا بعون شوش بس إستنجا قيق مسمى يلشتوي. Как у некоторых, да? Да, как у некоторых, например, чебият, чебамую, واخينات شيء. Так, чеборза, так уже вайкастери вырите, это им муксы короче. Да, цель мою студию что. Цель студии карьер. Чтобы вы понимали, когда кому-то выгодно или там кто-то хочет, чтобы ты рассказывал какую-то тему, копался в истории, если есть спонсор, знаете, как это выглядит вообще? Это он тебе готовит студию, дает прям мощное кресло, прям мощную камеру, там хотя бы A7 Sony, да? Штатив, микрофон хороший такой, да? И давай, братан, башлам, работай, бог. И что ли там финансирование хочу. А так, башлам. Супер мощный, что ты угадался?
Это. Ой, я, ну. Вышла, вот, лица, миллион делияться, миллион. Соболел, что он, нет, он поворачивается. Ну, правда, больше длиннее не становится. Сантиметров 20 евро. Что он, Жималоны, чудо, видишь, палка? Вот все наши финансы были. Да, это космические, как говорится, уеры. Технологии из космоса здесь. Вот смотри, аж 3 ножки есть. Вот так поставил, и все. Вот, Bluetooth Wi-Fi, я видите? Bluetooth Wi-Fi, хуро. Ю здесь сзади написано система Илона Маска. Прямой космос. Да, Илон Маск. داير جالس داير ورا يات فينانسيروني مايات خلا مايات إذا تاجن هم مايات أجيوتك خبر ما يدري قيت عمدو анис бар башла они просто не понимают, как можно на волне патриотизма вот продержаться. Потому что просто они вот, смотри, я в основном никогда, они не заметили одного, я никогда, крайне редко, кажется, в 2-3 года я один раз, буквально на 5 минут днем заскочил, то я был на рыбалке, ответил на вопросы, и больше я никогда днем не делаю эфир. Это мое хобби. Я поработаю, где-то себе что-то заработаю там, на других работах, прихожу домой, Сайлама, Зумадо, я пятницу, субботу, воскресенье, я читаю много, керма, я отмечаю, ложу те книги, которые я покупаю, еще отметки шохкас, юхсан скрин шохкас, электронные версии шохкас, юх постю осмастане ози, дуния демяду дай спусас, юх эфири очхена, судящих секвет чухул, ардайла уэлевел мобай, юх уахаво эфири, вахо секретнега, аскиншки аяшек хокка хардушун даул. Пич буч валахо балабол, юха петележки анарденисио. Все. Да, конечно, Сочи, эфире, Мухаммадова, Хава, Асхо принять вина. Ты видел Осетин принять вина, Сгалвы чувач, Галвы принять вина, Сюли чувач, Сюли принять вина. Ишбара. Сабара, сасар. أتمنى ديلا المومنت الشباك شيء هو غلط رجل شغلات تاجا ودوش سألتنا إذا بدمت الديالوي السلام عليكم Бардела Ахмад. Ассаламу алейкум. Подкаст Йохан Войшин. Запись 20:00. Ахмад, ночи фильм. ДРС Хил дал Сидуэл вот в прямом эфире. Наш брат Эхшбату Красная Борода из ночи фильм пригласил меня на подкаст. Да, Лаха Ору. Да, Сидуэл ДРС Хил. منتج شو الحضانة سموه شو منتج زي زوات سبورة Ну, монтажа. Вообще, ваш сам клип у меня есть шалаба, сам подкаст собой, суца, снимать тебя ждать еще. Я не знаю, это его идея. Он ведущий, не я. Это не ко мне, это меня пригласили, Мухаммад. Сам сделай подкаст, встречайся с людьми, позови Сереждину, в глаза посмотри. Нет, что-то видео, вообще, мугла, дохер, первые 5 минут, ишь ты живешь в потом я вынужден взгляд я Вот с ним можешь Бузуртанову написать, он сейчас лекции проводит вроде бы. Его позови в гости. Там. Ну или так далее, и так далее. Не, на диалог баци, башлам, на диалог бац, они же сами себя закопают. Хэш мудут сами. Они же понимают, он сама чеки, йосиха, музома, просто خلقية قدو إشي بيتشو شدونا إشي حاقي إشتوش أور إيه وش بوك وش خيتي أدونا إيم دارج وش توك إشي تيتنش ديش خلق ديش إدو خلقية تقنو أدو Вам дела, давайте сейчас Собордел мне только что прислали. Хала, мама, сейчас загрузить я сейчас, чтобы можно было в прямом эфире показать это. Сам дела غلغي قومس يحا يس دوخ الله دات سوي دا إنا بيتس نش نرنيش بو
غلغة يقوم سعد الحاري سؤول لعدونا سندا إن نستوش بغلغاش أول حتين قاوت قام عديت الويشن أسويت الوان تياخ سوغر دون در دايتر كوهتر مدار يقيت يا غلغة يقوم من خو ال أق سون تعمش بتيجي ويت دو سر دون دو تسق دو سر вроде бы Ну, значит, это им выгодно. Значит, им это выгодно. Предикцанга штатс. не, они как своим нас преподносят башлам. CERN هذا интересно إيش بون إن CERN элдол هم دوي нернич элдол هم дать شين элдол هم они транслируют на народ почему-то. Хотите? То есть... Ну, я могу только так сказать. Нормально здравый человек скажет, кто такие норнийцы, для начала узнает. Если говорят лжец, обманщик, казочник, он нормальный человек должен сказать, все это ко мне не имеет никакого отношения, уйти. А они притягивают, значит, на море шапка, как говорится, горит. Я другого никак ничего не могу сказать. По-другому. И что самое интересное, те люди, которые нас оскорбляли в соцсетях, да, прям по-жесткому оскорбляли, они даже не стесняются приезжать в Грозный, тут фоткаться, делать посты отсюда. То есть... Я, честно сказать, не знаю таких. Если бы знал, если бы на всех. Ну что, каждого... Тогда надо было тебе предъявить, Не, я после истории с этим Артемом Платным, я вообще не хочу никому идти, потому что после этого столько там этих баек, да, полбуй. Ладно. Это, как говорится, пусть останется у каждого на себе. Дай мне, мама, кыма дуй айтяр, и сережден чукусар, орас хавайтину. Кыма, да, Давай. Так, хотел включить вам сейчас прислали прямой эфир. Вот это видео. Да. Я не знаю, у меня хорошо слышно. У меня все четко слышно. Он говорит, если я что-то сказал, если я даже соврал, слышно? Нет. Если нет, тогда послушайте. Сейчас я вам дам послушать. Видео вы видели? Я клянусь Аллахом, 10 лет тому назад, если я что-то сказал, если даже это и неправда, если даже это и не нужно такое нехорошее, я все равно на это буду стоять. Потому что это трудно, такая бушья, голая. Человек, кто знает, кто такие голай, понимает это, понимает меня, должны меня понять. Можно такое нехорошее, да? Я все равно на это буду стоять. Потому что это трудно, такая бушья, голая. Человек, кто знает, такие голай, понимает меня.
должны меня понять. Он хоть сам понял, что он сказал. Это, конечно, было фиаско. Хазир Шуринц. Я никого не выкладываю. Я никого не выкладываю, Резван. Заметь. Да уж. Что с такими людьми ты, конечно, возьмешь? Если, говорить, я врал 10 лет тому, но Ингуш понять должен был. Что он должен понять? Достойный Аллах, что должен понять? Что 10 лет ты врешь и все равно будешь настаивать на своем? Целый народ подставляешь? Ладно. Десять лет тому назад. То, что сказал. Ладно. И додели. Ладно, есть вопросы? Башлам, ты, наверное, знаешь, что наличие диалекта в языке есть доказательство древности того или иного народа. Да. Теперь давай попробуем угадать загадку, у кого из наших соседей нет. Но тут и угадывать не нужно. Об этом мы все знаем. Амина Аминовна. Что, естественно, то не безобразно. Вайдег, вайнху, что из-за... Вайдабу, что и. Башлам, расскажи про Гуцалхана, которому платили дань ауховцы и ичкерийцы. Зогу Ахке. Гуцалхана. Ну, как сказал наш ныне покойный, очень хороший наш любимый историк Асан Бакаев, я подтверждаю полностью его слова, исследую им. Дань Нуцалханам платили только в качестве милостыни, когда они приходили попрошайничать. Вот тогда платили. Больше никому, никаким образом, никакой дани не было. Их приглашали временно сами же чеченцы, и это делалось специально, целенаправленно, для того, чтобы они не нападали, то есть другие племена не нападали, якобы если мы вместе с ним, чтобы не нападали. Вот. И то до укрепления чеченцев. Давалась малая часть. Никакие нуцалханы, беки и шамхалы здесь никогда не имели как такового силы и возможности. Понимаете? Потому что могут рассказывать. Эти сказки рассказывают от Лаудаева, царского офицера. Такого же подлизу, как и Нуцалханов, которые тоже звонили, стукачили, доносили на шейха Мансуру у Шурму, который сказал, давайте вместе. Они сказали, что мы не будем воевать против такой мощной империи. Поэтому я понимаю, надеюсь, Зого, ты понимаешь, Зого Ахкой, что нам и ауховцам, и остальным Нохчи, которые проживают в Нохчичуе, ну, мы с тобой уже переросли вот этот возраст рассказки. Это чуть-чуть другая стезя. Сказки, если нам с тобой, это нам про детям нашим надо рассказывать. Конечно же, это полнейшая ерунда, полнейший блеф. Вот. Неауховцы, я же вам доказывал. И здесь там говорится о чем. И газикумовские, нуцалы, ханы, они прибегали, когда они воевали просили помощи. Они просили у ауховцев, они просили помощи у искеринцев, они просили помощи, им на поддержку ездили. Им помогать, чтобы отражать внешнего врага. А внешний враг в то время был и персидский, с Ирана, персидские, как говорится, шахи персидские были. Поэтому Лаудаев это чеченец, Башлан, ты не знаешь. Я знаю, кто такой Лаудаев. Я знаю, откуда он. Я знаю, из какого тейпа он.
Я знаю, кто его принял, из какого общества его приняли. Казбек, это что он? Зогуах, если ты все понимаешь, что я должен рассказать тебе? Ну, что я выдумать должен? Откуда? Понимаешь ты или нет, я тебе не про это говорю. Если ты реально думаешь, что я могу что-то выдумать и ответить, нет. Это такая ерунда. Почему? Потому что и то же самое, что мы владели всей правосторонней частью реки Аргун и так далее и тому подобное. Сотни рассказов. Нападать на чеченцев можно было только в одно время. Когда его истерзал враг. Когда она становилась меньше. Понимаете? Когда мы становились и уходили в горы. Вот в это время они нападали на более слабых. Ради наживы. Но это делали не только они. Там периодически мы тоже мы тоже этим занимались, промышляли. Нападали, забирали, и скот забирали, и в рабство забирали, и так далее, и тому подобное. Ну, в честном бою. Не подло. Так что это все было. Алейкум ассалам. Осталось 11 минут. Задавайте вопросы, которые у вас есть. Где-то год назад ты сказал, что начнешь цикл видео про чеченские адаты. Что насчет этого? Я начал цикл про чеченские адаты. Ты единственный, кто не год тому назад, в прошлом году, я на каждом эфире зачитывал наши адаты. Цикл адатов. И как и обещал, вот эта книга, вот она, это кодекс чести Онхала по адатам чеченским. И с него я зачитывал в каждом эфире. Честно сказать, я увидел полное, абсолютное, так сказать, абудуаш, отторжение. У людей, честно сказать, не сильно привлекает закон или кодекс чести, который нужно бы знать, который нужно исполнять. Ты первый человек, который мне напомнил и сказал. Последний, который мы прочитали, это был второй этический кодекс. Он присягает и дает клятву верности только своему народу и отечеству. Ради своего народа и отечества он готов пожертвовать жизнью, но никогда ни при каких обстоятельствах он не поступает личным достоинством и честью. Потом я зачитываю, само собой, на родном языке. Даймехканду хак уанах шин сададал кичу. Амма шин си цханхумнах цуахуицардац. Это был второй пункт из кодекса чести. Третий пункт. Высшим проявлением служению конаха является защита Отечества от нашествия врага. Смерть в справедливой войне или при защите своей чести и достоинства более предпочтительна для конаха, чем бесславная жизнь. Это третий пункт кодекса конаха на родном языке. Конавчун деза ди карду. Дез ди карду, я деза ду иштуктя, ди карду. Ар харам вастат амсат элатча, дай муахларбан. Нис вон лю хочут амях шинси, оман си лардяш валарцо си лахлору. Си дайна вахарел. Это второй пункт этического кодекса чеченского народа. Поскольку мы много пропустили, сейчас четвертый прочитаем. Четвертый пункт из чеченского этического кодекса. Созидательный труд во благо Отечества является таким же долгом конаха,
как и защита своей страны. В труде познаются лучшие качества оноха, прежде всего, его верность своей великой миссии. Мерша чузаман чуах, дай мехкан ни'матан духа қахига онах чунди қарду. Туан болчу хаянах шин махлар барсанна. Ханал чу қин хигмах, онах чу шин сила алашронаш хочушьё. Четвертый пункт. И последний на сегодня пункт. В любых обстоятельствах онах должен проявлять уважение к Отечеству и выбору своего народа. Онах должен с достоинством принимать этот выбор, даже если он не совпадает с его убеждениями и принципами. Вот. На родном языке. Мил хочу хайлшках онах чуа деймех консин да диз. Шин халкан харжан таица объез. Шин уайл цюнс не слушается. Это был 5-й пункт. На этом мы сегодня завершим, поскольку 5-й пункт. Мы не можем все пункты за один день прочитать, смысла не будет. Это этический кодекс чеченского народа. Он Аллах. Одна из великолепных книжек, очень которой я горжусь, который купил один из наших подписчиков, Мусаки его зовут, Уарсхоевский волк. Уарсхой вообще, санейн хвахылари терра, суна хазнея сандук беш бу, асларым бош бу, беш хыларыл сонах. Суна, ях юх юрш, дюнал доша, духабиз, еша юш. Amma تعمل دوسة صدقيلا سلو أستعشي كويوتشا وارسخوشنا تعتل علمان شيوبو شولا وطوتناش اشتى بيحكين بوي اشتغبجني اشتغداز وبيحكين بوي بوش ياشل قميرش ياشل همشا أرسونو ودو أخي جونو دو سونا هما أسومن جواب تدلشا يا أسومن جواب تدلشا أسوقيت عن أغورة هوندا إذا قالسا جولدرا خاطر سدين خردو أما قالسا جلا علما شبوش واخين إقامي داش خلشة إذا عنا ميتي دوش دات ورسخاي نوخشي قومان يقاها تا دوزينا قون خواي بوش يحيوش قطرة قوق مخكاها ميلدو قيش تيت نشتا قام نشتا شيتسي عنا شرماخ لربياش حباحكين قون خواي بو أتان ويوتسو شوت عنا همش سنين خواي خلال صونا وارس بوشاني قميرش دي شسوي غلاتسلويس سون دير تحت خيناس إشتم ألغا نوب أمدا تقي تعالما دو تحت بوشارنا أسا أولش دي كودو سونا سي وارس خواي قبل نوخشي صندوقا بيزديرا إش نوخشي بوي خوكشا أس نوخشي بو أولش شون خلقيتا شون خزقيتا دوزنا ديا بوشاك باس شو دي غيرش واسا وارجي تيشن بو أس شو يوا أس قوز ديوزا ألا تغن ليش دينا كرعلا مزدوش وار أنت يعدوي با إيش يوشوكسو تغنا وارس خوايت إنا نوخشي أومن داب خلر ويشادش سأخلر ويتعموت خلر ويتعطي خلر ويتعباينش خلر شادق ويتعخلر غلقش دين شادق ولاش أستا شامل دو تأخر وي ورا عندي دوي بايشو سوتسيتي شي حدوي يوشي تس يوشي حونا يوشي تس يوشي بوشن بوش باسسي دوي يحيوش ديرخ الله حقتي شوش تجي بوش لوسيس سون ديرا سويجي بق بوشن تاوات und الشويس هاندوش كان ويديق دوس ديرا ويوتصو شو غيب ويا زا غازونكي وي غازواش يتلنيوت ايه كربولاكي بوشوت اسون يشيات استا باخشو كي ديتسا ديسنا سيزا سونا از دو تار وين تونتلينو ميچي гизов سألر дари из фундуис. Для меня это то же самое.
سلام باسقت ترسانة سلام رام قطر خلر تير وارست خوي دوي شي وري ديشكا دوين دا برزواي وشا تاني مستقشون تيلة تشتي عنو شرموح لربياش أرويدي موح لربياش ليالو إتس أي يسون وارست خوي خليلي أرست خوي خليلي وارست خوي خليلي حايا كان هو يوتو شو لا غيز لو شيء مش جي شيء قية شاري سيولي شو وين تيش تحكي الشيات يا الخيتو سقيت أبو شين لو شو خزخيت شين لا خلاخيت أو دينا حا وارست خوي بيرز لاشتاني زاني عادو تعتبر تعني تخوجار لا تدوخ ديستا خو تخيجار قلون شليلدو تعنا دينا خلخيتر دا نو خيتي دا ويليلو شوما دات يليلو شخارت ويات ما سيرتا دوسيس أو تيبنسا سيز جرجلو حليلو شتيك سيز بقدك استعول سين خوك خلخيتر دا يدعول ولي دوين دا أولس شو نو مداير شو خلمخيتيل شون خلخيتر دا هما شون خلخيتر دو شون سيوغ ما خاتلاش ولا عدا إيش دينيسلو دا الغية تنبول نقشي قوم خا مسا رخا واشتغي ولي ملخي ولي تي ولي سنبيه واس اخي ولي دا قادو قبلا سديمتو يقير سوار يقير يساتوخم يقير شارع نقش مخ كويس انا عومي نقش مخ كويس تعاوم يردو الشد شو دا لوق دا تشوية أسا إي نقش مخ كويس توهم تعالي شا بيحك ما بيلش قينت إير دول هند ألشا ويخلات دو قوما يازين دو قوما وعدلنا دو تاق مس سوق دو تقوم الشلا تقوما دو نقش مقوي تاق سوا وانا سي هم ديز والبلشا نيس داتسي بيرتاح دا نقشي غلقا غلقا عادة شكاح موخل ديشتو شي وجري حستو بيز شي قومن ووجري وي ديحا بلا جينا حين قولي عبيشن قلتر حون قولي اشتبو جينا حبك حوني ويش تسويلي حوني يوشي سن دقلزم حدقلزم بوي خايت حاني يوشي خايت وين يقير إبيتنش تداخ وين يقير إيامرت لو داياق وين يقير داجي دول تسيوش دول قمير شتيوجنش تداخ هر جيكتي وي هر سيولي وي هر وجي بوشا يتسخوش دول هم بلطات ياشو بلطو نشي وين نرني تشيوش راسش تسيرب ياند بوخ برحاما تسار خارسو سليرتا تسار قوي قوما يقي بيتان سدي ترحم سندر أصلا ديها سيحة بانك زعولا أردو مكع ولا أوخ مكع ولا تسير لازم بوسون حلقي وين قاحة إشتا دويشتو تخوشتو دلوشتك دغيارتشتو أخوي قبل شيء اشتاق وزن شادش تعد يزل سن خلش يعني وعليكم السلام ويا تعسلو كوارتن ثاني كوارت طبعا ناخبو وي الأمر أدلنا قامدو بوش ناخبو وي تأقا سؤال تراي ايه قول سؤال تراي خيل يحيوش قون خواهي خين تيب دو سؤال تراي دق تيبا دو سؤال تراي تينا نويس وليلز شعيب مالو وليلز يقبل سؤال تراي يحيوش قون خواهي بوش تيب دو نصفون ساني قاسي واد أخبا سؤال تراي نقش مكواي تيب دو يخوم سخلش أسا وين ما خا أرشيلي حالخا وي إبراهيمي وين ددر يوتيوب شو هو يوتيوب ليلو شو يوتيوب آغو ليلو شو دو حرشي إزدر بريكتو شرحة هرغوق أصداد ولدن شخين دوين دا شي ترو يلا ياتا شي مقشل يلا ياتا بيتنشكا شو واخين سيوتاني أولي خواتنا تحكي أي آلب دوج تحام دا ساملو شما يوج شي كيسنر شي دلع داتا غوشتوش إيهمش غوشياتش تانا شون هاد عجيت خاش مصيت آوان تاع تيك توك شوى يوتيوب شوى مصنا عجيت تاعش ليه شوي وش إبراهيم إذا تيبنا سوانترو خدي ديتي يشتات
хугойцу, ше қам дезергойцу, ше марғал езергойцу, тақа ше вори дейшкер дуинда, эцуантро тейпан юқах, уан хой болдер, иш муалниш бала, иш темлай бала, иш علمانش бала, حاجوش دیگه خزغلق مدای دوینالدو تندره تا لیرش دینا ها وی میادیز دوله چه قیهم دا تاها تا حمار غلق لحت حديث وورول چه ميلا ألسم ديت ديكنيك وعديت سيوقع والقون خوي وعبيت تساعدينك وعديت خزنير سنخنيز ويسو دي قحويكشتو تاقتين نويس اخلاتي العجم ال تين نويس شعيب قبولة دادي يوترزوان تروي شابش ستوان تروي بيت والله او شعب والله تعجب خيتر بات تين نويس الاستان والله هو قولداش ساتس كيرتش دكومنتشتو اختصون تعدوش تلومش تقول شي هوني ادني ايشت وري تعمو سبستي ونيري تين نويس سوي شو دياش قمياندو تين نويس سخ شاء حنا قدي دولش يسدعو دولش وقوما دا أغمخ كان دا خلو القون أخو أختون هوني عدني إيواري وجواري بوشا تاتسيتس ممين شو شينيك حلايب وي هور تيبان يوقع بيردو خوي تاتس قون أخوالا بال دايما كان بايدين خلا أقا إشمال بش حبيس وولو بل هور تيبان يوقع نقشي خلش عن سان يوقع بوشون أما وي غوشي سيدوش هرا جو واتر سيني جو وربوش تعو الله حق صنخا يمرغل سيوش ومن يقي بيتن دوش صنديرا ديوش دو قمي الله تاجم ولا يشتا ديسقتين ويسنا مصرح عش عينوات إيالا إيه تعلمت عينا آلا سخوت تروات نو حوصر دوي سيك سيقولوش تو كيختم حوصر غوشت ويخم ديك دوي تأقور دوي Забегать вперед не будем. Мözри, аш сундах мобил, ой трафика даяла, удачи зависать я что алла, это платный контент ватинирас, сундера, шун махартана, ой донати дяш волнах, халчула дукха кезбу, ва алейкум ассалам, сундер, قصونا حلقة قد دالت عسى يشتخو пока это шледро буй цундера оqaz дистхилар деха ويتا أنا قاعد يرزقوا ويعوش قيتر دقر ديريس خير آلو أردو تانا دحرة حقا ويباش بالخنا غنا وستلات بالويجريشنا يجريشنا شودال سي دوال شودال دقدا دوال بوديستنك إزرش كعسو دولتين لأنه والله ويتانا بيدين يلوشا ودا حوص ردو أسيوات أقباخ يدق دوتي وين خوشتو فدق وين خوشتو تسنديرا وين تعجرق يتسر خلت شئ تواشتو يكارت خليلي جرق نيجيو تحقي كارت يسا دانو والله جيم نوخش دشني شوق أدور دوي ديريز خيل زوغو أقي ويا يهم دي دوتو تيقا حوغر دوي تان ديريز خيل يوتيوب شابول حوصر خواشنا ديريز خيل انستغرام شابول شان ديريز خيل شو دال سيدويل تحقا دانو والله ويا Астматайду успех мобилыш. У меня есть еще пару видео, конечно, я бы хотел бы загрузить их, но, к сожалению, про ух я загружу еще, у меня 2 видео есть. Я загружу обязательно информацию.
Это одно про конный поход, другое там про памятные доски, которые в Аухе. Постараюсь вас держать в курсе внимания обязательно. У меня-то есть информация еще, но цас волна хагания бёршбу. Так, Хисаума Эрдуэй. Баст хилбиз, подписаться ди, репост ди, ца илаши илах коммент. وهي في توب حلو شنو وهي افيش مثلا دنيا تاع خايتردو شنو مثلا داير يسخيل شو خاطر شخلا سوهين زعيني عوشونا ديريكت شو يازولش انستغرام شو ديريكت شو يازولش واتساب شو يازولش خيشنا يازول связи دشون داير يسخيل ابراهيم او دا دقوا اخوال دا سيد وال شو ما سيربيوس دا دقيق اليوم از دقر دوغ شوغا سيوغر تاع خلخيتر شنو خليحها الله تعالى انت يدور عندي الخلقية تنوقم على غير شوات شون يدوني قميل штири шоват шон. Уважаемые подписчики, если я каким-то образом обидел или задел или оскорбил вас, я прошу вас прощения ради Всевышнего Аллаха. Надеюсь, вы не обиделись. Я лишь зачитал, показал, рассказал вам все, что написано в книгах, документах, которые непосредственно были в меня. Всем желаю удачи. Завтра обязательно, возможно, завтра мы проведем с вами эфир. Если он будет или в 21:30, или в 22:00. Если не будет, значит, у меня, к сожалению, не получилось. Опять же повторюсь, пока я решаю технические пока какие-то задачи, у меня бывают перебои. Телефон цаны не слушал, не объединительный. Все вместе, как видите, то лагает, то не показывает, то нужно платный контент подключить и ищет ситуацию. И заканчиваем мы свой эфир нашими фирменными словами. Диба, Деха, Диша, Санхоми, Нохчикам, Масир Бюстал, Дейхалиовал, Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракату, ва зайни аду, Дал Эту Бол Бюстал, Дейхалиовал. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bifteali oil. Deres olsun halsalar.